Я чувствовала, что надо сейчас. И если не сейчас, то все, ничего не получится дальше. Это очень важное решение. Как можно принять за 2 дня? Я говорю, вот, я покрываюсь. У нас с Элькой вот так вот просто ручьем слезы идут. И мы вот так вот стоим друг с другом плачем. А Диль говорит, блин, я тоже, если честно, сейчас заплакала. Блогерам платят, чтобы они покрывались. Никто не платил, никто не принуждал, никто не заставлял. Это был мой осознанный выбор. Внутреннее ощущение, что ты чувствовала? Оказывается, я не совсем стрессоустойчивая и сильная, как я думала на тот момент. Были дни, когда я по 3-4 дня ничего не кушала просто. В одну ночь я просто взяла и там разгромила весь дом просто на фоне истерики. Всевышний не возлагает больше, чем он сможет Да. вынести. Я никогда не ощущала себя так умиротворенно, как после того, как я покрылась. Как будто бы то, чего мне не хватало, именно ощущение изнутри. В любом случае, пока человек не окажется в твоей шкуре, он не поймет, вот прям на 100% не поймет твои ощущения и эмоции. Спасибо тебе. Вам тоже спасибо. Всем мачлов. Ассаламу алейкум всем. Здравствуйте, дорогие подписчики. Добро пожаловать на новый выпуск. Наверное, сегодня мы затрагиваем такую молодежную аудиторию, потому что у нас сегодня самая молодая гостья за всю историю Нахта подкаст. И всеми известная Дилайда, которая недавно очень сильно хайпанула, потому что она покрылась. Машалла, добро пожаловать. Спасибо. Да, спасибо, что пригласили. Всем ассаламу алейкум. Наверное, все удивлены видеть тебя или нет? По идее, сильно удивлены. Да, не, твоим видом удивлены точно. Да. Но то, что ты к нам пришла, наверное, не удивлены. Ну, наверное. Ожидаемо было, ожидаемо. Во-первых, хочу спросить твои ощущения, да? Каково это давать интервью, подкаст в соло? И вообще, какое у тебя внутреннее ощущение сейчас? Что ты чувствуешь? Я первый раз даю соло-подкаст, и, конечно, я переживаю. Но, надеюсь, все пройдет хорошо. А насчет ощущений сейчас, альхамдулилля, все хорошо, типа, все прекрасно со мной. И вот. У тебя такое умиротворение. Вот я просто... Ну, есть такое, да. Я вот эти чувства помню, когда вот, знаешь, приходишь в религию, ну как, условно приходишь, ну ты поняла, да, и когда ты приходишь, и у тебя вот пики мана, и ты вот прям... Да. У меня сейчас вот такое состояние, когда я вот просто все хочу узнать. Вот что-то слушаю, такой, блин, надо обязательно об этом узнать. Начинаю читать, у всех спрашивать, как из Маши и Медведь же есть, а когда клиент, а где клиент, а как клиент. Вот то же самое. Ну, надеюсь, это продержится и не только и сейчас, а вообще, ну, на будущее тоже этот интерес. С чего ты начинаешь изучение? Сейчас пока хотелось бы потихоньку встать на 5-кратный намаз, вот, иншалла. Но и пока просто учу суры, аяты и так далее. И вот правильно, чтобы совершать намазы, сунны и что более поверхностное, базовое. Вот. Машалла. Я хочу такой тему затронуть. Я вот в Казахстане недавно хайповала тема о том, что блогерам платят, чтобы они покрывались, чтобы они приходили в ислам. Я недавно слышала такое. Тоже, наверное, слышала, да? Слышала. Что там, заплатили? Нет, конечно, нет. Я пришла к этому сама. Но я сама от себя не ожидала, но мне никто не платил, никто не принуждал, никто не заставлял. Это был мой осознанный выбор. Вот это правильно было проговорить, потому что многие считают, что кто-то заставил. Мне даже совсем люди, левые люди, с которыми я не знакома, пишут, типа, вот, свои уже догадки, они уже там сделали свои выводы, вот, тебя вот заставил там, возможно, Элька, там еще кто-то, родители, кто-то извне. Я говорю, нет, стопэ, ребята, никто такого не делал мне, не заставлял, и я вот пришла сама к этому. Это прям полностью твой выбор. Да. Ну все, вот уточнили эти моменты. Запомните это. Запомните. Ну, мы к этому еще вернемся. Но, наверное, хотелось бы вначале проговорить в принципе, про Дилайду. Кто она такая, чем она занимается, и чем она занималась, и чем будет заниматься. Давай начнем с такого, по твоим словам, если ты будешь представлять себя, кто такая Дилайда? Ну, Дилайда — это сейчас уже девушка 18-летняя, более-менее повзрослевшая, которая до этого была танцором, занималась танцами, тиктоком, ну и сейчас по сей день, по идее. Вот. Насчет того, что чем я буду заниматься дальше, если честно, в тот момент, когда я вот принимала решение покрываться, у меня были мысли, блин, а что делать? Я же буду сейчас менять свою жизнь просто вот так с ног на голову. Все, что я делала до этого, это, противоречит всему тому, что я сейчас собираюсь делать дальше. Вот. То есть танцы, вот это вот все. И, просто в один момент я такая,
пусть что будет, то будет, все по воле Всевышнего, и просто вот так вот отпустила и решила. Поэтому сейчас я на этапе раздумываний и там на постройке планов, целей и так далее, ну, пока просто по течению иду. Вот. Если есть какие-то переживания, поделись ими. Переживания насчет... Ну, насчет будущего, вот именно имею в виду деятельность. Да, по-любому нужно что-то делать, тем более после... Не только из-за того, что я пришла к платку, а из-за того, что мы разошлись с девочками, for girls, кто знает, кто не знает. Вот, я теперь осталась одна, и чуть-чуть иногда бывает страшно, переживаю, но нет такого сильного волнения, вот что я там что-то я пропаду, у меня ничего не получится. Если даже сейчас у меня нет какого-то там четкого понятия, видения, то я все равно знаю и надеюсь, что будет все как положено. У нас подкаст длинный будет, сразу, да, предупреждаю. Да? Заваривайте чай, ставьте лайк. Приятного аппетита всем. Берем платочки. Да. И, может, за сегодняшний выпуск, может, какие-то идеи придут, да? Некоторые гости у нас приходят вдохновением. Да. Давай тогда начнем с истории, да? С историей, вот как бывает, как зарождался Four Girls именно твоим взглядом, как он подошел к своему концу, и потом уже перейдем к моменту, когда ты уже покрылась, и там дальше уже будем обсуждать всякие темы. По идее, все это началось в одной танцевальной студии, где мы все были обычными танцорами. Потом, спустя время, мы стали хореографами, и именно вот мы вчетвером, Элька, Аяна, Джибек и я, дружили очень близко. И вместе всегда ходили вот так вот кучкой. Вот. Друзья, да? Да. Изначально мы были друзьями, близкими друзьями. Вот. И в этот момент начал хайповать ТикТок, начали хайповать всякие вот такие команды, где открывают там хаусы, всякие тимы и так далее. И мы такие, почему бы и нет? Просто мы пару видео попробовали выложить, и они залетели. Им нравились из-за того, что мы еще чувствуем друг друга, из-за того, что и танцоры, ритм туда-сюда, и просто на ментальном уровне уже как один организм у нас получалось красиво и вот так вот слаженно. И мы такие, вот, давайте откроем. Открыли один аккаунт, и начали просто закидывать. Просто не думали, что да, как делать. Мы даже тогда, в принципе, не разбирались. И просто как душа чувствует, так и делали. Вот. И потом в один момент поняли, что мы залетаем. И это был скачок такой очень быстрый. То есть там был один тренд в самом начале прям. И он резко залетел, и нас начали узнавать и в Кыргызстане, Казахстане и так далее. Потом и по ходу дела нашли и менеджера, начались там поездки там, в Дубай, в Казахстан, частые выезды, новые знакомства с медийными личностями, там, с артистами, певцами и так далее. И, в принципе, наша работа и, так скажем, медийка росла стабильно вверх. Вот. И у нас были планы такие большие. Мы мечтали, вы, наверное, знаете группу Blackpink, там в кей-попе, да, вот, типа такого. Их тоже 4, мы на них равнялись, думали, вот, будем как они, будем выступать, танцевать, петь. И, в принципе, амбиции были тоже большие. Вот. В какой-то момент, после того, как прошел год-полтора, получается, из-за того, что мы и дружили вместе, и работали вместе, и когда вот это вот смешивается... Отдых и работа, да. Да. То есть мы как-то перестали отделять именно работу и дружбу, и со временем мы начали потом только осознавать то, что вот и дружба как будто бы и остановилась вот где-то там, и сейчас только нас связывала как будто работа. Мы виделись только из-за работы, мы там общались только по работе. Даже когда мы специально говорили, вот мы сейчас будем как подруги общаться, такого не получалось. Вот. И по чуть-чуть вот так вот мы начали друг от друга реже видеться, только когда нужно было. Дружба угасала, да? Да, вот чувствовалось это. У каждой начались свои проблемы, у каждой свои там какие-то цели, проекты или что-то еще, вот. Но мы все равно такие, давайте вместе, мы все сможем, все нормально, все окей. Вот. И тогда еще мы перестали работать с нашим менеджером Давидом, его тоже все знают, мне кажется. Вот. Просто так получилось, что мы решили вот отдельно теперь. Но в один момент стало все еще хуже. Куда хуже? Хуже, просто вниз все катилось. И работа, и наше общение тоже. Не из-за того, что там была какая-то обида друг на друга, там мы поссорились или там неприязнь, просто так получалось. Вот. Устали друг друга, наверное, да, просто? Да, бывало такое. Вот. И к этому времени у каждой начались свои личные проблемы тоже. Вот. И у меня тоже в этот момент начались проблемы. И мы
Бывали то, что не виделись неделями, там один раз вот так вот приходили, сняли, и нас обратно месяц нету. Вот. Вот. Мгм. Но мы каждый раз, наверное, у нас попыток было все восстановить раз 5-6. Мы вот так вот собирались. А, Да, мы вот пытались как-то это вернуть. У нас прям были долгие душевные разговоры. Мы думали, вот, что с нами происходит, зачем мы это делаем, мы же можем собраться. Вот, почему мы так себя ведем. Мы такие все на словах все решали, замотивированы, на следующий день снова так же. Вот. м, И, возможно, это уже было как-то не вернуть, как будто бы мы из вот этого For Girls выжили все, что можно было. Хотя, кто знает, хотя, возможно, было бы еще что-то большее, но получилось, как получилось. Вот. м. Насчет проблем, я примерно знаю, какие, возможно, могли быть личные там проблемы у каждой, но у меня тогда тоже начались серьезные проблемы, и это тоже повлияло. То есть я пропадала неделями, 2 недели, 3 недели я вообще ни с кем не общалась, вот так вот дома западала и обратно появлялась. И вот когда я появлялась, мы собирались, что-то снимали, и меня снова нету. Из жизни For Girls или вообще, в принципе, отовсюду? Ты типа вот прям... Отовсюду. В А, этот момент я как потом поняла, но со времен, так скажем, это какой год? Ну, скажем, на протяжении уже в тот момент, когда мы осознали, что идет все как-то не очень хорошо, мне уже было морально не очень хорошо уже как полгода. Вот. м, То есть я это не признавала всячески, но сейчас уже столько времени прошло, и уже с холодной головой все это переосмысляешь и понимаешь. Вот. А это было связано с тяжелой депрессией у меня началась тогда. Вот. И именно вот такие вот короткие периоды это были началом. То есть м. вот это было вот просто по щелчку пальцев. Слушай, вот здесь уточняющий вопрос. Как ты думаешь, с чего началась депрессия? Это какое-то перенасыщение работой или как-то ты уже не смогла отделить жизнь медийной личности от просто обычной жизни? Просто я что замечаю, когда молодые люди очень быстро сталкиваются с популярностью, они депрессию обретают очень быстро из-за того, что они не выдерживают этого внимания, и поначалу им, конечно, это все нравится, а потом по итогу они с этого просто устают и выгорают. Из-за там стресса, работы, скорее всего, это тоже повлияло. Я сейчас только осознаю то, что, оказывается, я не совсем стрессоустойчивая и сильная, как я думала на тот момент. Вот. Но таким как бы почвой всего этого послужило то, что в один момент из-за того, что по-любому ты медийная личность, ты всегда на камере, всегда тебя снимают, ты должна всегда выглядеть хорошо и классно, я решаюсь типа просто сесть на диету. Вот. М, С этого момента я начинаю резко худеть, все это заметили, все в один момент писали, типа, вау, так классно выглядишь, ты так резко похудела, как ты это сделал, туда-сюда. Но как раз-таки в этот момент вот именно из-за этого решения, что я решила просто похудеть, вначале это было просто здоровое что-то, ну, скину и все. Потом это перешло в расстройство пищевого поведения. м. Это было до того, как я столкнулась с этим, я примерно знала, что это такое, но но я не понимала, насколько это страшно может Насколько это быть. плохо, Да. да. Ой, почему уже сложно говорить? Нет, Ну, смотри, если какие-то у тебя переживания сильные, ты можешь чуть остановиться, передохнуть, и обратно можем продолжать. ага. Мы типа Не, никуда не торопимся. Ну, я знаю, да-да. Ну, по идее, мне уже намного легче об этом рассказывать, если даже уже чуть-чуть вот так вот глаза наполняются, но Сейчас же еще можно сказать депрессия харам. Да. но в тот момент я вообще не могла даже слова об этом рассказать, потому что для меня как будто бы, если я кому-то скажу об этом, звучит как-то глупо. Ну, типа, ты серьезно? Ты можешь же просто кушать, и все, или там заниматься спортом. Но нет, это так не происходит. Когда у тебя расстройство пищевого поведения, то твои мысли просто и я не знаю, твои мысли просто 24/7 идут о еде, о твоем теле, о том, что нужно скинуть. Потом, ну, короче, у меня были страшные истерики. Но это болезнь же. Да, у меня были страшные истерики. У меня были и переедания, и были дни, когда я по 3-4 дня ничего не кушала просто. Я вот так вот сидела, и у меня был страх ночью, чтобы от того... Ох, у меня рука трясется, видите? Страх по ночам, то, что я проснусь, и я буду голодной. А когда ты сильно голодная, ты не можешь спать Мгм. из-за этого чувства. И у меня начались в это время бессонницы по 2,
по 2-3 суток. И это из-за этого, конечно, ментально тоже ты страдаешь, и уже тебе ни до работы, ни до съемок, тебе уже все равно, тебе главное вот сегодняшний день просто. Вот. И были истерики, мне кажется, это словами как-то не передать, но сейчас я это думаю, блин, я потихоньку начала забывать эти моменты, потому что по-любому стираются вот такие вот плохие Да, да, моменты да, да. из памяти. Девочкам рядом со мной, они примерно тоже понимали, что со мной происходит. Они примерно понимали, но никто из нас не заводил эту тему, потому что это была больная тема для меня, и я не могла разговаривать, ну, рассказывать об этом. Вот. На фоне этого у меня началась депрессия, и там уже поспособствовали другие причины, то есть и потихоньку из разных сторон накапливалось все. Вот. И так скажем, где-то год это продолжались вот такие вот смены. Я в какой-то момент думала, что у меня биполярное расстройство, потому что я вот в моменте вот просто по щелчку пальцев ощущала себя на самом дне просто. Я не могла ни с кем не разговаривать, я не могла выходить из дома, и просто у меня не было сил даже встать с кровати и пойти в туалет, вот там умыться или что-то еще. Вот я вот так вот лежала, и просто в один момент такая, ладно, все, берем себя в руки, и обратно вставала, и как будто бы ничего не было. И вот так вот периодами это продолжалось. Когда-то было неделю, где-то 2 недели, где-то месяц, и вот так вот все больше, больше, больше. Вот. И где-то год я страдала всем этим. Никто не знал, что со мной происходит. Даже близкие, да? Даже близкие, а родители тем более, потому что, ну, с родителями у меня хорошие отношения. Я им рассказываю, с ними делюсь, мы друг друга поддерживаем, и родители меня тоже поддерживают во всем. Но вот такие вот какие-то сокровенные личные переживания я не привыкла рассказывать родителям. И у нас просто такие отношения были с детства. Вот. Как-то неудобно об этом рассказывать. Я понял, да. Вот. И девочкам я тоже ничего не говорила, но они сколько раз меня пытались вытянуть на разговор, говорили, ну, они видели, что я просто в ужасном состоянии. Вот они приходили ко мне посреди ночи, когда у меня была вот очередная истерика. В этот момент я еще все ухудшилось в тот момент, когда я переехала. Я в один момент решила переехать. То, что если я подумала на тот момент, если я перееду жить одна, то мне будет лучше. А потом оказалось наоборот. Оказалось наоборот. Вот, я жила полгода одна, и я просто стремительно летела вниз, пока я жила одна. Все началось с диеты. Да. Что поспособствовало тому, чтобы ты села на диету? Может, Не было ничего такого. Никто Просто- мне не говорил, тебе нужно похудеть или что-то еще. Я такая, ну ладно, скину пару килограмм, и все. Потом это что-то в такое абсурдное переросло. То есть вы примерно, наверное, зрители знают, что представляет из себя расстройство пищевого поведения. Они знают это на таком более физическом плане, то, что люди вызывают у себя рвоту, не кушают, голодают, что они принимают таблетки для похудения, которые очень вредны для здоровья. И там много-много разных способов. Но именно морально это еще хуже. Я не могла думать о чем-нибудь другом. У меня мысли, вот я просыпаюсь, и у меня было, я должна продержаться до вечера, чтобы сейчас не покушать, потому что мне сейчас нужно выезжать на съемки или что-то еще. Потом вечером сидишь, сейчас 6 вечера, если я сейчас покушаю, где-то к 10 я захочу снова. Если я захочу снова, я не могу перед сном кушать. И каждый вот такие вот расчеты. И ты просто постоянно в этом. Ты куда-то летишь отдыхать, ты не думаешь об этом. Ты думаешь, нужно похудеть и выглядеть нормально в таких вот вещах. Съемки, выбираешь там аутфиты, луки, в которых мы будем сниматься. И тоже смотришь, типа, как это будет сегодня на тебе сидеть. А когда у меня были такие срывы, они у меня, конечно, были, и они были ужасные. Я могла просто есть варенье, потом заедать это солью, потом просто все летело. А когда у меня были вот переедания, я думала, что я не заслуживаю выйти даже из дома в таком виде, потому что я набрала. И то есть там было очень много таких нюансов. Я не могла покупать себе одежду, когда я набрала, если я набрала пару килограмм всего лишь. Хотя там пару килограмм, которые даже не видны. Да, людям это не видно, но я просто смотрела на себя, и, я никогда за этот период, если даже, по идее, я не была никогда толстой и там пухлой, я была худой, и даже в один момент я чересчур похудела, но я никогда не думала, что я достаточно худая. Вот. И, в общем, и еще и организм сильно страдал, потому что у меня
буквально за один день плюс 2 килограмма, за 2 дня минус 4 килограмма, и вот так вот постоянно. И я заработала себе тогда хронический гастрит, и из-за него тоже были проблемы. Я лечилась, но я не говорила, из-за чего у меня гастрит. Я говорила, ну, наверное, просто так получилось. Что-то неправильно скушала. Да. И из-за этого тоже были большие проблемы. И, в общем, когда я переехала одна жить, то все стало хуже. Я просто в одну ночь я просто взяла и там разгромила весь дом просто на фоне истерики. Вот. Все, что в доме находилось. Да. И потом ко мне приезжали девочки, успокаивали меня всячески. И там, ну, уже я смутно помню, что было, но это было, я это помню, да. Вот. И после этого я улетаю в Москву. То есть я улетела в Москву по именно делам, по документам, там паспорт, не паспорт нужно было сделать. И как раз у меня там живет мама. Вот. И заодно повидаться с ней. Я улетела, и я думала, это мне как-то поможет выветриться, возможно. Да. И я страдала не только вот этими вот мыслями, что нужно похудеть, еда. Нет. Еще много чего. Там еще в момент я думала о жизни, о своем будущем, что я буду делать дальше. Ну, как Блин, раз у таки меня в это этот не момент получается. с Girls, который Да, происходил. в этот момент все вот так вот накопилось. И я в этот момент была в Москве. В этот момент покрывается Элька. Мы уже понятно, что походу распадаемся. Еще там всякие ситуации. Я там почти на 1,5 месяца застряла, хотя планировалось там на неделю, но так получилось. И в этот момент стало мне еще хуже. Хотя, казалось бы, да, куда хуже мне может Да. быть. Но я тогда просто элементарно, у меня не было сил общаться дома с кем-то. Я просто так вот лежала, и все. И я думала, что это мне поможет, но это мне не помогло. Хотя рядом мама, с которой я там не виделась до этого год, как раз не повидаться и так далее, поддержка или что-то еще, но это наоборот еще больше на меня надавило, потому что забота, вот это гипервнимание, вот это все, это в тот момент мне было наоборот не нужно. Мне нужно было, чтобы меня не трогали. И получилось так, что вот мне стало хуже, я прилетаю сюда, спустя 1,5 месяца. В этот момент уже все, уже там девочки каждая сама по себе. И я остаюсь одна. И мне еще хуже из-за этого. Потому что мне страшно. Мне страшно, что делать дальше. А до этого я одна не двигалась. Ну, типа, всегда я была с кем-то, с друзьями или что-то еще. По зрительскому, да, так сказать, если взгляду посмотреть. Мгм. Элька с Адилем, они Мгм. вот вместе уже. Джибек что-то там с Азаматом Улановым, что-то у нее там актерская движуха. У Аяны там тоже с парнем твоя движуха. И ты просто пропадаешь. И мне Да. кажется, ты вот приезжаешь, типа, как бы вот вы были подругой, вы были семьей, приезжаешь, и ты одна. Все Да. как бы ушли по сторонам. И что делать? Пока я вот ходила вместе с ними, я чувствовала себя очень одиноко. Хотя, ну, типа, у меня есть подруги рядом, очень близкие подруги. Чужая среди своих? Да, сколько лет мы вместе, но мне было настолько одиноко, и тем более я еще и переехала жить одна. Ну там вообще, и хотя у меня есть полноценная семья, близкие рядом, они меня любят, но я не чувствовала себя любимой и того, что у меня есть кто-то рядом. И мне было очень одиноко. То есть в тот момент, когда еще у каждой там появились свои парни, там и у Джибек, у Аяны, и у Адиля, у Адиля, у Ильки, вот. Адиль, сорян. Да, извини, пожалуйста. Вот. Там они куда-то уходят по праздникам, что-то еще. Я снова одна остаюсь. И чтобы вы понимали, у меня никогда не было там своего человека, ни разу еще. Вот. И в тот момент, когда я прилетела сюда, я прилетела с мыслями: давай, Дилайда, сейчас мы все забудем, что со мной сейчас происходит. Просто вот так вот закроем на это глаза и сделаем вид, что мы типа полны энергии. Мы прилетели, все хорошо, здесь должна работа кипеть, я все смогу, и там что-нибудь да получится. Я прилетаю, а ничего не получается так, как я думала, потому что у меня были ощущения, что я не в своей тарелке. Я прилетела сюда, обратно к себе домой, но мне было так некомфортно здесь, и я так себя я не знала, просто я потерялась. Вот, потому что как будто бы меня не было 1,5 месяца, но я как будто через 5 лет просто прилетела. Просто за этот момент много сильно поменялось в моей жизни из-за девочек и там всего, что произошло. И я вот так вот просто оказалась вот перед стеной и не знала, куда идти дальше.
Пустота Да, абсолютная, да, так абсолютная сказать? пустота. Я вот смотрела, вот представляла свое будущее. Я до этого никогда не сталкивалась с таким, что я не знала, что делать дальше. Потому что я, если даже не знала, я такая, ну ладно, я же взяла, да у меня все получится. И М. у меня всегда было такое мышление, и всегда все получалось. Вот. Я не переживала, не волновалась, но в этот момент я просто смотрела, пыталась смотреть в свое будущее и видела просто туман. Вот. И я один день вот так вот походила, я уже поняла, что, ну, типа, жизнь, она уже чуть другая, и снова засела дома. И в этот момент, именно этот период был самым худшим периодом за все это То время. есть все, что было до, это так, типа, Это так было, подвели, да, 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 получается? Ой, ничего себе. да. И это именно тот период, когда я пропала из соцсетей. Да, меня М. не было почти полгода, вот так вот плюс-минус, когда я вот прям вот отреклась от всего. Я выключила телефон, все мне писали, все узнавали, я ни с кем не виделась. Я заперлась в собственной комнате и даже не общалась с папой и с маленьким там братиком, сестренкой, которые жили в одном доме со мной. Я вот так просто в кровати лежала и вот в потолок смотрела. И это почему самый худший? Потому что, казалось бы, там просто ты лежишь, ничего не делаешь, но худше из-за того, что уже ситуация была как будто для меня ощущалось то, что она как будто и безвыходная. Мне уже не М. хотелось ничего в этой жизни. Абсолютно ничего. И, конечно, сожалею, что такое было, но у меня и были мысли о том, чтобы, ну, уже закончить это все. Вот. Мгм, я понял. Да. Ох. Ну, слушай, давай в поддержку скажу. На самом деле у меня тоже были похожие истории. Вот примерно, наверное, тоже полгода сидел, и вот как раз-таки в этот период я страдал депрессией. Дома, вот похожая ситуация. Запираюсь дома, также сижу, лежу в кровати, никуда не вхожу. Там вот как раз неделю не кушал. Кажется, меня заставили, конечно, на 7-й день. Я примерно понимаю, что ты тогда ощущала. Только, конечно, я это уже давно пережил. И знаешь, что я могу сказать? То, что через время эта ситуация тебе будет казаться смешной Да. и будет просто оставаться как хороший опыт. Я просто знаю, что сталь закаляется чем? Огнем испытывается, и это все испытания, они нам даются как ну, просто улучшить. Знаешь. Да. Как говорится, Всевышний не возлагает на раба больше, чем он сможет Да. вынести. Да. Поэтому вот просто мои слова поддержки захотелось, потому что откликнулась в моей жизни Мгм. похожая история. Давай продолжим. Насчет того, что я буду вспоминать и буду смеяться, уже есть некоторые моменты, над которыми я сейчас смеюсь, Да. но о многом все равно тяжело разговаривать, потому что это было вот буквально месяц назад. И, в общем, я попала вот в такую ситуацию, мне не хотелось ничего от этой жизни, и я уже даже не могла как-то заставить и сделать вид, что я что-то хочу. И Что не хватало сил на то, да, чтобы да, притворяться. да. И даже пока я лежала дома, у меня не было каких-то там мыслей или что-то еще, у меня в голове было пусто. Вот просто вот оболочка без ничего. И вот так вот просто лежишь, выключила телефон. Я даже не смотрела в окно, потому что мне не нравилось видеть окружающий мир. Мне не нравилось, что происходит за окном. Что там люди там, у кого-то там дела, у кого-то там семейная жизнь, кто-то счастлив, кто-то ходит, он сейчас, наверное, на работу едет, кто-то в школу идет. Меня это не нравилось, меня это тревожило, что люди что-то делают, а я вот здесь вот застряла. И типа мне казалось то, что мне хотелось просто вот так вот остановить время, чтобы никто ничего не делал в этот момент, чтобы все просто остановилось, и я вот просто одна осталась. Вот. Но, к сожалению, такого не было возможно, поэтому я просто заперлась в 4 стенах. И Ты имитировала вот это ощущение у себя внутри. да, и мне было просто страшно. Я просто вот лежала, и мама мне тоже звонила. Я даже элементарно на звонки мамы не отвечала. Потому что не из-за того, что, блин, зачем? Зачем с мамой разговаривать и так далее. Нет, нет. Просто я не знала, как разговаривать, и не знала, что ей говорить. И ну, она спросит. И я просто не было сил разговаривать. У меня папа, он примерно понимал, что, хотя, наверное, может быть, даже и не понимал, но он просто не хотел усугублять, да, наверное, ситуацию мою. И особо не Боялся вмешивался. испортить и сделать Да, еще хуже. Да. да, сделать хуже боялась. Я прекрасно поняла я по его поведению.
Он просто так вот смотрел вот через щель, я жива там или нет, закрывал и уходил. Вот. И я из этой комнаты не выходила. И так продолжалось 3 месяца, 4 месяца. И в один момент ко мне просто приезжает Аяна, Зичбек, прям домой заваливаются. И они приходят и вытаскивают меня на улицу, хоть, ну, поговорить или что-нибудь еще. Вот. А я на тот момент вообще не то, что не хотела общаться, у меня была паника, когда я общаюсь с людьми. Я не выходила на улицу, потому что у меня паническая атака начиналась. Вот. И они меня вытаскивают. Я уже не могу сказать, типа, едьте обратно домой, я никуда не пойду. Я такая, ну ладно, выхожу. И мы едем в машине, я вот так вот просто молчу, у меня дрожат руки, ноги, хотя они мои близкие подруги, чего я переживаю. Но я так сильно переживала, я так хотела домой. И они просто начали говорить, вот, спрашивать, что да как. Я там от силы проронила слово 3. Я не смогла сказать что-то еще, потому что я не знала, что говорить. И даже не объяснишь, что с тобой происходит, потому что как будто бы не поймут. Говорят же, типа, вот, я тебя понимаю, у меня такое же было или что-то такое, но в любом случае, пока человек не окажется в твоей шкуре, он не поймет, вот прям на 100% не поймет твои ощущения и эмоции. И в тот момент же кажется то, что только у тебя так. Вот Я это вот ощущение. тоже не понимала, почему именно со мной, почему именно я. У всех все хорошо, но у меня вот так вот. И почему, мне реально казалось то, что только со мной это происходит, и я на тот момент сильно жаловалась на эту жизнь. Вообще, хотя мне просто ничего не оставалось, кроме того, как жаловаться и вот не понимать и задавать вопросы, типа, почему именно со мной это происходит. Да, за что? Я же ничего такого не заслужила, по идее. И они вот начали расспрашивать, я не смогла ничего сказать, и они начали уговаривать, чтобы я сходила к психологу. А на поход к психологу или там терапевту или что-то еще для меня тоже было чем-то неимоверным таким смелым. Я просто боялась идти к психологу. Мне было настолько страшно. Я говорила, вот что угодно, но не это. Но любой другой исход, но не туда. Я боялась вот прийти, и я не знала, вот что будет дальше. Я думала, тем более в Бишкеке же очень сложно найти хороших там терапевтов или что-то еще. И вдруг кто-то сделал бы еще хуже. Я думала, что меня осудят, меня не поймут. Тем более слушать от врача то, что вот ты вот сама это придумала себе или что-то еще, я не хотела. Я хотела просто избежать этих рисков и вот ничего, никуда не ходить. У нас же еще в этом плане кыргызчылык болып кетеді. Да. Типа, ой, она придумала, что за Да. какая депрессия, тебе не лотосын. Типа, чокнулись вы все там, нету Да. депрессии. Да. Я вот это понимала и не хотела рисковать. И я боялась просто из-за этого идти. Но они меня заставили, они вот буквально час сидели и ждали, пока я им пообещаю, что я хотя бы один раз попробую сходить. И я сказала, хорошо, я пойду, и они меня отвезли домой. Но после того, как я приехала домой, я думала, как бы может избежать из дома в этот день, чтобы не пойти, да. Что-то еще может сделать. Я всячески пыталась избежать, но когда этот день подошел, запись к психологу, и уже рядом папа стоит одетый и говорит, ну все, поехали. Я такая, ну ладно, уже некуда идти. Я еду, сажусь, и эта была девушка, она у меня просто спрашивает, рассказывайте, на что жалуетесь. И у меня вот здесь вот ком в горле. И каждый раз, когда я пыталась за все это время, за весь этот год, я, в принципе, была не тем человеком, который открывается людям и может рассказать все, что у него есть внутри. Это мне давалось очень тяжело. А девочки это были почти единственные, кому я рассказывала хоть что-то. Но за этот год, пока я начала меняться, пока я начали разные события в моей жизни происходить, я закрылась настолько, что если даже я себя заставила, я столько раз пыталась себя заставить, чтобы что-то сказать, потому что я понимала, девочки переживают, они не знают, что делать, они даже не знают, что мне сказать в знак поддержки. И они просили меня поделиться, я пыталась, но у меня не выходило. У меня вот просто ком стоял, и все. И у психолога было то же самое. Я сижу и не могу ничего сказать, и я начинаю просто плакать в этот момент. Я где-то минут 10 где-то плакала, и она говорит, все нормально, рассказывайте что-то как, вы можете подождать, успокоиться. Я просто плачу, и через каждое слово, которое я пытаюсь сказать, снова слезы, и как-то вот так вот еле как прошел наш первый сеанс. И
И после этого сеанса меня назначили, направили к неврологу, потом от невролога к психотерапевту. В общем, у меня было всего 3 сеанса у врачей. Вот. И они мне вот поставили вот диагноз какой-то там типа хроническая депрессия или что-то такое. И все эти периоды, типа, они... это еще тогда было начало, просто именно этот период был самым тяжелым и самым таким длительным, то есть тяжелая степень была. Вот. И, в принципе, сказали, мол, у меня, наверное, по генам тоже есть предрасположенность к депрессии, к вот таким вот расстройствам и так далее. Дальше. И назначили мне лекарства антидепрессанты. Вот. Страшная вещь, страшная. Но больше мне, по идее, нужно было ходить каждую неделю к терапевту, но я не хотела, потому что мне не понравилось. Вот. А что тебе именно не понравилось? Чтобы просто интересно. Мне это помогло просто как бы, чтобы я, когда что-то рассказываешь, чуть-чуть эмоции вот так вот отпускаешь, тебе становится чуть легче. В этом плане мне помогло высказаться что-то кому-то еще, но просто он как будто бы психолог, то есть тоже как будто не понимала. Она просто рассказывала мне какие-то термины, что это такое, что это такое. Что-то связано с работой, как будто поверхностно там что-то рассудили. И не было какого-то такого на энергетическом уровне, чтобы он подходил ко мне. И просто я решила на этот момент, типа, все, я не хочу больше никуда идти. Вот. И я начала просто хотя бы пить лекарства. Я пила лекарства, антидепрессанты, где-то плюс-минус месяц пила. И не сказать, что это было что-то там, из-за них мне стало еще хуже. Нет, мне они помогли. Помогли в том плане, что я начала вставать, умываться или еще что-то там, сходить там в душ. И вот в таком плане у меня чуть-чуть появились энергии. И почему ты их перестала принимать через месяц? Ты вот сказала, что их что-то месяц, да? Просто у меня же тоже был опыт с этим, просто я сейчас слушаю, Артис откликается. А в моем случае как было? Мне нашли ОКР, еще какое-то расстройство добавок туда, там смесь была какая-то. Тоже прописали антидепрессанты. Я их пил месяц, точнее, месяц уже пил, уже становилось хорошо. Дальше, мне вызвало уже зависимость. И я не мог без них жить. И я начал больше еще хуже в депрессию падать, потому что, допустим, без снотворного я уже не мог засыпать. У меня прям болезнь, это же тоже наркомания в какой степени. И вот почему я хочу об этом тебя спросил, да, чтобы вдруг, допустим, все равно есть какой-то зритель, который смотрит нас, он в таком же состоянии. И все эти истории, все мои подкасты делаются тому, чтобы откликалось у кого-то, и мы как-то помогали, да. Я скажу как, антидепрессанты в какой-то степени могут помочь, но это такой же наркотик. То есть все же вспомогательное, оно может как и помочь, так и убить тебя. Поэтому будьте осторожны с этим. Это такая ремарочка. Продолжаем. По идее, мне их прописали на года 1,5-2 изначально. Сказали, вот столько ты будешь пить, а потом посмотрим. То есть мне уже сказали, что такие эпизоды у тебя будут продолжаться, и это у тебя хроническое, никуда не уйдет. Может, через лет 5, может, через лет 10. И там уже непонятно, там, с какой длительностью или что-то еще. Вот. Я просто смирилась в один момент, но почему я их перестала принимать? Это, мне кажется, придем чуть позже к этому. Вот. Это такая... Спойлер. Потом, да, спойлер, потом будет. Да. Но насчет вот таких вот бессонных ночей, они у меня тоже были. Это было невыносимо. Мне кажется, самое ужасное, это когда вот у тебя бессонница. Потому что это тоже невыносимо. И мне не помогали даже снотворные. Я перепила все, что угодно. Я пила и чаи, и лекарства, и все, но мне не помогали эти таблетки. И я просто вот так вот мучилась и ждала момента, пока я усну. Я даже специально не спала сутками, чтобы я в один день, хотя бы одну ночь поспала полностью хорошо. Но не выходила. И в этот момент, когда у меня было вот это, когда я заперлась там в комнате, я уже не помню, как я спала или что. Я могла сутками не спать, могла сутками проспать. Вот. То есть я вообще уже потеряла счет времени, режим, какой сегодня день. Я тогда пропустила кызузату Эльки, потому что я просто потерялась в жизни. Я даже не знала, что у нее кызузату сегодня. То, что у них там уже произошло. Да. Я пропустила там день рождения Давида, нашего менеджера, с которым мы хорошо до сих пор общаемся. То есть мне это было уже все равно, что происходит за окном. Вот. И
Конечно, я потом, типа, пообщалась, поговорила, они сказали, типа, нет, мы все понимаем, все окей. И, в общем, вот я начинаю пить лекарства, и потом мне становится по чуть-чуть лучше, но никакого там резкого мотивации надо поднять, вот такого не было. То есть ничего там не поменялось. Все так же я себя чувствовала, но я начала по чуть-чуть выходить на улицу. Для меня выйти на улицу это было уже подвигом, потому что я выходила на улицу, да не то, что у тебя болят глаза от света, а просто ты выходишь, и там просто вот такая вот суета, люди ходят, что-то еще делают, и ты просто как будто тебя вот так вот выкинули в жизнь, и давай, иди, что-нибудь делай. Вот. И мне было страшно в окружении людей. Было такое, что когда вот ты ходишь, ты как-то свои ноги странно ощущаешь? Да, у меня Типа, болели ноги в первый день, когда да, я да. вышла на улицу. Они вот так вот краснели и болели. И я не понимала, что происходит. У меня было ощущение, как будто я на Луну вступил. А как ходить? Что такое Да, да. обувь, да? Да что такое обувь? Почему Ой, извиняюсь. почему вообще ходят люди? Что делают? Что происходит? Да, как будто чуть заново учишься жить. Да, Вот, да, 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 да. У меня были такие ощущения, это было вот как-то по-другому прикольно, но на тот момент это было не прикольно. Не, это мы было грустно. сейчас просто рассказываем, да, это выглядит как будто мы угораем, но на самом деле это же очень странно, это Да. ужасно. Ну, в общем, я начала потихоньку выходить на улицу, и я только потом узнала то, что, оказывается, у них есть там группа, где мои родители и девочки, они сидят, и папа делится, вот сегодня Дилайда вышла на улицу, вот сегодня вот это вот оповещала, сделала. да, Да, что я жива и все в порядке. Вот, чтобы они тоже были в курсе. Мгм. Вот. Они, оказывается, сильно переживали. Я не знала, что они переживали, я думала, в принципе, сейчас, кому ты нужен? Забыли, да, Да, тебя? типа, у каждого свои проблемы. Я даже не обижалась, я просто думала, типа, это же жизнь, каждый сам за себя, по идее. Мгм. Я не думала, что кто-то будет вот так вот печься и волноваться обо мне. Но я узнала об этом только тогда, когда я уже вот вышла обратно, и столько людей мне говорили, рассказывали, что они даже в намазах молились, делали дуа за меня, и, блин, это чуть-чуть попозже, но вообще. Опять спойлер, Да. спойлер. И, в общем, потихоньку вот так вот, чуть-чуть вот так как-то я приходила более-менее, душа, короче, у меня появлялась по чуть-чуть. Вот. И в один момент, но я еще не была готова увидеться с кем-либо и не была готова с кем-либо разговаривать. А что вот подтолкнуло к тому, чтобы вот как-то у тебя начало хоть чуть-чуть поправляться? Это твои, наверное, выходы на улицу? Или там еще какая-то, может, история случилась маленькая? Первым толчком было то, что я вот по ночам начала чуть-чуть выходить на улицу, гулять, но в один день, когда я совсем этого не ожидала, вот это было почти начало того времени, когда я начала принимать таблетки, я вижусь посреди ночи под дождем еще так в парке с Элькой и Адилем. Вот. И мы просто так случайно встречаемся. И Вы теперь не договаривались, просто на улице шли и встретились в дождь. да. И это был тем более тот парк, там обычно все по Антымаху гуляют, где там еще, но я там поехала чуть подальше, наоборот, где именно Меньше в том людей, парке, да, где меньше людей. Я там ходила, там со мной был папа, маленький сестренка, братик тоже, и я была максимально там в маске, в капюшоне, там в кепке, вот, чтобы максимально укрыться и просто вот для себя. А еще я сама по себе люблю дождь. В эту ночь был дождь, был дождь, я решила выйти погулять. И вот гуляем, идет дождь, и я вижу, как они напротив вот так вот просто идут вдвоем. И у меня сразу сердце бьется так, потому что я не была готова с ней увидеться. Тем более с ней, потому что я думала, она обижена на меня из-за то, что я не пришла. По идее, это же... Переживания, да, какие-то начались? Вдруг Да. она сейчас как-то Да, мы увиделись, ладно, я такая, поздравляю вас, там, как у вас дела, что-то такое, вот, пару слов перекинулись. И тогда она у меня тоже спросила вот так вот просто более поверхностно, как у тебя там проходит там с лечением, что-то такое. И мы пообщались где-то буквально полчаса, но более-менее друг другу рассказали, что да как. И она тогда сказала просто одну фразу, мол, не присваивай эти проблемы себе, оставь это на Всевышнего. То есть это не твои Уповай на проблемы. Аллаха, Да, да? уповай на Всевышнего. Он за тебя все решит. И после вот этих слов, и они у меня вот здесь остались, и мне стало еще чуть легче. Первый дзин, получается. Да. И мне стало легче, я это понимаю, и думаю, нужно встретиться с ней и пообщаться. Нормально. То есть не полчаса, а как-нибудь встретиться еще раз. Дождь шел? Да. А во время дождя же все дуа принимаются. Да. И как бы вот это все происходит.
Вообще, Да. у тебя не тоже дзынь, у тебя там бдзынь произошел. Ну, я потом только такая думаю, блин, это же, по идее, возможно, не совпадение. Ну, типа, так и должно было Знак быть. какой-то. Да. И вот после этих слов я об этом думаю день-два, и на следующий же день я вот просыпаюсь и так чуть-чуть более-менее полна энергии, там, подхожу к папе и говорю, типа, блин, папа, мне скучно, что можно поделать, что-то можно поделать? И папа говорит, главное, что ты хочешь что-то делать. И он был, типа, рад этому хотя бы. Твой хоть Вот. что-то делать, да. Да, главное, хотя бы есть желание у тебя. И потом мы договариваемся встретиться с Элькой, Адилем тоже, ну, они же муж и жена, одно целое. Да, и... Отдельно они уже не ходят на Да, да, встречи. да, да. И мы вот видимся у них дома, и потом мне рассказывает Элька, я потом это узнаю, то есть в этот день она переживала, то есть она не знала, как мне помочь, что мне сказать, и чтобы это мне реально помогло, а не сделало мне еще хуже как-то. Вот. И она сидела, оказывается, переживала, и в этот момент ей позвонил Жека Федвели. Знаете его? Мгм. Вот. Они до этого как-то общались, там пару слов про рекламу или что-то еще, но он просто вот внезапно, оказывается, ей ни с того ни с сего позвонил и спрашивает, что там с Делайтой. Вот. И она говорит, типа, ну, там у нее вот так, вот так, вот так, вот, просто там более-менее образно. И он говорит, по идее, это же можно в подкасте говорить, да? Ну ладно. Но он просто посоветовал Эльке, что да как мне следует сказать, чтобы это мне помогло. Там, возможно, хотя бы брать там омовение, делать какие-то намазы, там, дуа или что-то еще, тоже как способ лечения. То есть он тоже такое дал направление Да, немножко. да, да. И просто тоже как способ лечения. Нет, не так, чтобы как-то надавить на меня и принудить или что-то такое. Просто потому что в этот момент я уже перепробовала все. И таблетки, и все, что можно было сделать, я перепробовала, но не получалось же. Почему нет? Может, здесь поможет, да? Вот такие Да, мысли да, были. да. И он там, оказывается, там сказал пару советов Эльке, и именно в этот момент, когда она вот сидела и думала, блин, она сейчас приедет, и что я ей скажу, типа, как мягко привести подвести это к намазу, к исламу, чтобы она не испугалась. Мгм. Вот. Обычно же она думала, мол, вдруг я скажу, у меня тут вот такие вот проблемы, а ты мне этот свой намаз, короче, пихаешь. Она вот боялась этой реакции. Вот. И она думала, и вот в этот момент Жека случайно звонит и говорит ей, и она такая, ну, короче, ладно. Слушай, вот это знак. Да, это тоже... Она так, типа, такая, ну, посылает свое дела Всевышнему, и он такой через Жеку такой, алло, Да. а вот это скажи. Да, И она такая, ну, и как раз таки прикольно, да. прикольно. И потом я приезжаю, и так получилось, она посреди разговора, мы там часами общались не только про меня, а вообще, типа, про все, что происходило за это время. И она искала в этот момент, типа, блин, в какой бы момент зайти мне сейчас, типа, с чего начать. И так получилось, что я сама начала этот разговор. То есть до этого не было такого, что я была сильно далека от религии, того, что, типа, вот там не верила в Бога или что-то такое. Нет, я верила во Всевышнего. Я, в принципе, типа, была именно сердцем признавала Всевышнего, то, что он один-единственный, и мне было всегда интересно узнавать об исламе, там, разные истории, и я всегда с интересом слушала, сама спрашивала, пару раз читала там утренние намазы, но у меня прям сильного какого-то решения, то есть типа, я вот 18 или 19 покроюсь и начну сразу пятикратный, такого не было. Я думала, ну, когда-нибудь это придет, там, когда я выйду замуж. Как в подкасте с Элькой мы говорили, это от Садили Элькой, то, что хартайганда. Да, картаганда, короче, да. Когда время Когда придет. дети будут, вот Да, тогда, да, когда да. время придет, и как-то сильно всерьез не задумывалась об этом. Получилось так, что я сама начала этот разговор, я сказала, вот, помнишь, вот мы тогда встретились, и вот ты сказала вот эти вот слова, и мне стало после этого легче. И вот после вот моего захода мы начали общаться про религию тоже. Она там тоже свои какие-то советы давала, мы тоже общались. И так получилось, еще одно такое мини-совпадение, ну, скорее всего, не совпадение тоже. То есть в этот момент ко мне домой приезжали бабушка с дедушкой с папиной стороны, и на пару дней там у нас, типа, переночевать, вот.
И в этот момент у меня было такое состояние, то, что я не хотела ни с кем общаться. Вот. И не из-за того, что это бабушка, дедушка, я понимаю, но просто было такое состояние. Я говорю: пап, можно я вот куда-то поеду на эти дни, и, типа, пока они не уедут, чтобы я снова была, типа, смогла одна в комнате запереться, вот. И он говорит: ладно, хорошо. Вот. И в этот день я вижусь с Элькой, и мы вот общаемся, общаемся, и она говорит, типа, да ладно, у нас оставайся. Вот. И М, я такая: ну ладно, хорошо, но я думала, типа, я буду им мешать. Они говорят: да нет, без проблем. Они уже думали, что я у них и так остаюсь. Вот. м, И где-то 2 дня я ходила с ними вместе, то есть и к ним в магазин ездила, просто как хвостик вот туда-сюда. Вот. И за эти 2 дня мы очень много общались про религию, очень много. И это было почти 80%, даже 90% по моей инициативе. Я все время начинала разговор, я спрашивала у нее что-то, как. Интересовалась, да? Да, интересовалась. Хоть и она тоже условно недавно в этом, Мгм. но явно у нее было больше знаний, чем у меня. И мы вот так вот вместе сидели, там книги какие-то читали или что-то еще. И мне это нравилось. Вот. И мы поехали на следующий день к ним в магазин. Ясин шоурум, да? Вот. Ясень шоурум, покупаете. Одежда для худишек. Да. И мы поехали к ним в магазин. Я такая просто для себя это начала примерять. У меня и до этого был дома Джайнамаз, который я максимум 1 раз им пользовалась. И вот он просто дома лежал. Я такая: ну ладно, куплю я себе просто для себя что-нибудь, там пару платков, там хиджаб или что-то Мгм. такое. И начала примерять. Вот. Я примеряю, одеваю, и такая: ой, классно. Вот. И я так проходила целый день. То есть мы ездили там и покушать вместе или что-то еще, и я просто не хотела снимать. Я просто вот проходила, хотя я еще не решила, что я покроюсь, я просто вот проходила весь день так. И мне так нравилось. Даже сама Элька была в шоке, она говорит, типа, я сама удивилась от тебя, то, что вот ты такая смелая, весь день вот так проходила даже на людях, в Мгм. платке просто. То есть ты просто попробовала и просто Да, походила. да. Ну, так прошел весь день. Да, так прошел весь день. Я сама это не поняла. Я просто такая: ну ладно, мне уже лень переодеваться, и все, ходила так. И мне это нравилось, ощущение, когда я ходила в платке. Мне понравилось. И в этот момент еще приезжали там другие знакомые туда-сюда, они видели меня. Они, конечно, первое у них типа: дела, это ты что, жива? Ну, типа, в таком смысле. И второй, типа: блин, Машала, тебе так идет, ты что, покрылся? Я говорю: не-не, я еще не покрылся, я просто примеряю. Да, и они все очень положительно отзывались. Они говорили: тебе так идет, такая красивая. И мне так приятно было. Я такая ходила. И именно в этот день, когда я вот примеряла, короче, хиджабы, общалась с Элькой, и у меня начались первые такие более серьезные мысли о том, что а что, если я покроюсь? Вот. М. То есть изначально это было вот так просто примерочка, а потом уже Да, реально мысли для да, себя. да. А расскажи вот первое ощущение, когда ты покрылась, походила первый день, вот внутреннее ощущение, что ты чувствовала? Вообще, как только это все происходило в один день, когда у меня появились мысли, то, что вдруг я покроюсь, ну, если я, А, может покрыться, и этот же день был, когда я весь день проходила. То есть у меня за 2 дня буквально, я не знаю, уже целая история произошла. Вот. Но ощущения были классные. То есть мне было более как-то спокойно, и я ощущала себя легче. Мне м. стало чуть легче еще. Вот. И как будто бы уже в этот момент я уже снова была прежней. Вот. Прежние дела, это которые, ну, типа, без никаких вот таких вот проблем Как и так будто бы далее. вот на день избавилась от вот всех Да, мучающихся вот, да. проблем. Я просто надела платок, и у меня уже не было вот этих всех мыслей. Вот, все, что у меня М. было до этого. И я уже как будто бы это и не со мной происходило, хотя всего лишь разница была в пару Как дней. будто жизнь с нового лица. Да, разница была пару дней, но вот буквально позавчера я вот лежала дома, а сейчас я хожу это по городу и кушать там в платке или что-то еще. И вот. И уже как будто бы и забыла обо всем этом, что происходило. И я сама до сих пор удивляюсь, то, что за 2-3 дня я просто поменяла свою жизнь вот так вот просто. Вот. И вот в первый день, когда я примерила платок, начала ходить целый день в этом, у меня вот тогда вот под вечер вот были мысли, вот что если я покроюсь, и я начала вот с Элькой разговаривать, говорю: блин, а может покрыться или что-то еще? Задать вопрос, а что если покрыться? Для Да, чего? Нужно ли, да. да? Ну я сначала в голове размышляла. Ну все мне говорили, Адиль и Элька говорили, типа, ты не спеши, ты подумай хорошенько, там, не надо там прям сейчас и сегодня, ты
потихоньку, хорошенько, короче, подумай. Я такая, я весь день продумала. И у меня в мыслях что только не творилось. У меня было столько всего. Я думала, блин, а если я покроюсь, что я буду делать дальше? Мне придется весь мой багаж, заработанный багаж, просто удалить и начать по-другому уже Как будто жить. бы с самого начала, да? Да, с самого начала. Добиваться А я всего. и так была той девушкой, которая не знала, что делает в этой жизни. Да, А вот. тут еще больше Да, вопросов, а да. тут и не только по этой части. Я думала, блин, может, я успею покрыться. Я такая, что я сейчас себя накручиваю? Я снова мне станет получше, я снова вернусь вот в ту рутину, которая у меня была до этого, хоть и одна, но как-нибудь там что-нибудь Покрыться, как делаю. всегда, на старости успею Да, да, еще. да. То есть у меня целая буря происходила, ураган, я не знаю, я думала, но подсознательно я как-то отговаривала себя от мысли возвращаться в ту жизнь. Я думала, блин, ну если я покроюсь, будешь вот так, придется от этого отказаться, а я типа всю жизнь этим занимаюсь, или что-то еще. А потом такая, ну если ты покроешься, ну и что-то еще. И, короче, сама с собой спорила вот, у себя в голове. Вот. И весь день я вот так вот ходила, думала, и на следующий день я просыпаюсь, и просыпаюсь с мыслями, что, ну, типа, что ты себя накручиваешь, короче, дела это. Просто оставь, как-нибудь успеешь потом. Сейчас уже ты молодая, у тебя там только жизнь кипит или что-то еще. Короче, начал играть мой навс. И потом я уже думала, сегодня я буду, как обычно, в обычной одежде похожу. Типа, ну, я примерила, один день походила, прикольно, классно, и все. Вот. И потом Элька тоже просыпается, я же у нее была, и она начинает одеваться. То есть платок, хиджаб, покрываться. Я смотрю на нее и такая, ну ладно, сегодня тоже похожу так. И начинаю тоже одевать, да. И тоже оделась, и мы снова едем к ней в магазин, что-то еще. И я снова, короче, примеряю разную одежду, там, смотрю в зеркало, и это уже вот второй день, и я начала более серьезно об этом задумываться. И я вот в прошлый день я вот мучила Эльку, я буквально вот целый час-полтора рассказывала все свои мысли, я уже поплакала, там все что угодно сделала, она спокойно слушала меня, там как-то советовала или что-то такое, но опять же говорю, никакого там принуждения не было. Вот, она не говорила, блин, а что, ты же не знаешь, что будет завтра, вдруг ты умрешь, ты не успеешь. Вот так, вообще такого не было. Да, там, чтобы у других не было мыслей, потому что я знаю, что многие так думают. Вот. И второй день я уже такая более решила с холодным разумом так более подумать хорошенько. Я снова общаюсь с Элькой, и в этот день еще там родители Адиля приходят просто навестить магазин, и они тоже смотрят, говорят, какая красивая, тебе так идет туда-сюда. И мне это еще больше как-то давало мотивацию, то, что, а может, все-таки нужно. Вот. И потом последним толчком оказалось то, что я вот со всеми уже поговорила. Ну, я тогда еще с девочками не общалась, потому что с Элькой и Адилем мы случайно увиделись, и пока я была готова общаться только вот с ними, а вот с другими налаживать контакты это чуть попозже. Вот. И я такая сижу, надо позвонить сестре. А у меня сестра тоже покрытая. И она покрылась относительно недавно. Месяца 2 прошло где-то. 2-3, вот. Перед тобой, получается. Да. И она уже была тогда покрыта. Я вот прям чувствовала, что мне не хватает разговора с ней. И как будто бы она скажет то, что мне поможет решить какой сделать выбор. Даст ответ на твой нужный вопрос. Да. И я звоню ей, и я тоже в суматохе. Я буквально все эти 2 дня я была вот в таком каком-то темпе. И я ей все рассказываю, и вот час где-то рассказываю, все, изливаю свою душу, и вот у меня вот такие вот мысли, что ты думаешь? И она так спокойно слушала. И она говорит, типа, ну ты же понимаешь, что вот все, что ты делаешь в этой жизни и все, что у тебя происходит, никакого проката в той жизни тебе не принесет. И смотри, вот, например, ты сейчас беспокоишься, что ты будешь делать дальше, там у тебя ты прошла через вот это вот все состояние, где ты оказалась на самом дне или что-то еще. И я прекрасно понимала, я сама ей говорила, как будто бы я чувствовала, что я не хочу эту рутину. Как будто бы если я вернусь, то я снова впаду в это состояние. То есть все повторится.
Вот, М. депрессия, вот это все повторится. Я это чувствовала, я это говорила, как будто бы все это повторится, и что мне делать, я тоже не понимала. И она говорит, ну ладно, вот, например, ты сейчас, наверное, думаешь, там, вдруг там твоя популярность идет или что-то еще, деньги, реклама или что-то еще. Она говорит, ну, ты добилась всего, чего хотела до этого, там, у тебя есть медийка, популярность и так далее, но ценой чего ты этого добилась? У тебя пострадало здоровье. То есть цена огромная, по идее. И когда она сказала, ты, типа, вот готова? Вообще Как тебе же нравится платить такой, дальше, да, да? результат тебе же не понравился. И я сижу такая, и я просто молчу, и она что-то еще говорит, но я не помню, что она говорила до этого. Потому Вот. что вот этот дзин уже все Да. перебил. И я еще плакала тоже тогда. Я буквально эти 2 дня тоже проплакала. Я плачу, просто думаю у себя в голове. И после этих слов у меня просто уже в голове вот мысль пришла, и решение уже все, оно уже сформировалось, и оно было окончательное. Я просто вот так вот сидела, и просто в ступоре стояла, сидела. И она что-то говорит, и такая, ладно, хорошо. Ладно, давай я перезвоню, короче, выключаю. Я чуть еще минут 10-15 на осознание того, что я как бы решила уже все. И я уже сделала выбор. И потом я еще ничего не говорила. Мы были в одной машине, Адиль, Элька спереди сидели. Я вот так вот еду просто спокойно. И, короче, я думала, может, домой приедем, я им нормально все расскажу. Но я не сдержалась, и в один момент такая, вот, я решила, я покрываюсь. Им рассказываешь, они первые, кто услышали, да? Да, потому что они были рядом. Я говорю, вот, я покрываюсь. И у нас с Элькой вот так вот просто ручьем слезы идут. Потому что, я не знаю, я до сих пор не понимаю, как описать эти ощущения. Словами это не объяснишь. Это было что-то непередаваемое. Это не было чем-то грустным. Это было вот искреннее счастье, но вот что-то такое иное, что я не чувствовала до этого. И она плачет, и я плачу, и мы вот так вот стоим друг с другом плачем. Адиль говорит, блин, я тоже, если честно, сейчас заплакала. Но я не могу, да. И мы сидим, и мы осознаем это. У меня сразу, короче, улыбка на лице. И я понимала, что мне это нравится с первых же минут после того, как я примерила хиджаб. То есть я это потом поняла, потому что... По ощущениям, да? По ощущениям, да. Мне сразу стало легче. Я как будто бы забыла все, что происходило до этого. Вот. И просто все мысли тоже улетучились куда-то. И я с первых же минут это ощутила. И вот эти 2 дня, пока я ходила в платке, это до сих пор осталось со мной, и мне нравилось. Вот. И вот после того, как я решила, это такой сентиментальный такой момент произошел. И я сама не поняла, но я такая, ну и все, я покрываюсь, и это буквально решение за 2 дня. Хотя если бы мне сказали за день до того, как я решила покрыться, я бы не поверила. Я бы сказала, да чё, дела, ты что, с ума сошла? Ну, слушай, наверное, здесь нужно затронуть тему. Сейчас реально некоторые смотрят, слушают, да, и такие, у них тоже, наверное, мысль появилась. Что за решение, которое принято за 2 дня? Да. Как так можно, да? Это очень важное решение. Как можно принять за 2 дня? Да. Что бы ты им ответила? Я судила по ощущению. У меня в сердце было, если не сейчас, то я уже не приду к этому никогда. То есть, если я упущу этот момент, то как будто бы я и не покроюсь уже. Все, это уйдет от меня, эта возможность. И у меня прям... И я искренне была в этом убеждена. Я просто это чувствовала. Я чувствовала, что надо сейчас. И если не сейчас, то все, ничего не получится дальше, тебе будет плохо или что-то еще. И я как это почувствовала, мне сестра говорила тоже, ты не спеши. Но я ей говорю, а вдруг я упущу этот момент? Ой, у меня сейчас слюни летят, кажется. Вдруг я упущу этот момент. И если у вас есть такие ощущения, то, что вот нужно сейчас, то решайте именно в этот момент. Слушайте, возможно, это знак? Слушайте свое сердце, потому что вы на самом деле уже подсознательно все знаете, и все уже у вас все решения есть. Ну, типа, если у вас какой-то такой момент, по идее, вам сердце все подсказывает. Вот. Кстати, вот я хочу прикольную вещь рассказать. Знаешь, почему нужно слушать сердцем? На том свете, когда Всевышний нас создал, он создал всех разом и наделил каждую душу какой-то особенностью. И когда попросил Адама, алейхи вассалам, объяснить ангелам, почему он создал нас,
Адам, салям, начал объяснять особенности каждого человека, и в конце они сказали «Машаллах», типа «Аллах велик». И это говорит о том, что у каждого человека есть какая-то способность. Мгм. А потом он вдохнул наши души в наши тела. И Мгм. мы появились в этот мир. И перед тем, как попасть в утробу матери, нам показали всю нашу жизнь. То есть после того, как мы уже приняли решение. Также, когда попадаем сюда, в этом мире все делится на два. Духовное и физическое. Мгм. Да, и когда мы слушаем сердце, мы же не прям вот здесь сердце слушаем. Да, Когда мы слушаем сердце, мы слушаем ту душу, которую видел уже жизнь да, наперед. Мы слушаем сердце и душу, которая уже знает, что произошло и кто твой Господь. да, И когда сердце откликается, вот это бывает моментами, это не описать, вот как ты же говоришь, да, ты не можешь это да, объяснить. И когда сердце откликается, ты такой, просто это не объяснить, ты просто чувствуешь. да. Ты просто знаешь, что все, Аллах великий, больше нет никого. Если у кого-то есть вот подобное чувство, вы сразу возьмите на заметку, потому что это вы коснулись своей души этими Мгм. мыслями, и значит, у вас есть какой-то претензий. Это так Мгм. объяснил, потому что момент такой произошел. Мгм. Вот поэтому, вот как и сказал Дилайда, выбирайте сердцем, всегда слушайте сердце. Да, на 100% верно. Это реально не объяснить словами. Типа, как? Что тебе там сердце подсказало? Да, Но ты как это оно могло? чувствуешь. Ты чувствуешь, что вот момент пришел, и она тебе говорит, что делать. И все. Я это решила. И дальше уже привыкла к платку я быстро, как будто уже вот всю жизнь так ходила. И уже другие окружающие люди, даже Элька говорит, я так привыкла, как будто ты всю жизнь уже так ходишь. Вот. И дальше уже пошла реакция родителей, потому что я в тот момент не у папы даже, не с папой даже была дома, а мама тем более в Москве. То есть, получается, для папы ты вот просто уезжаешь на 2 дня, приезжаешь покрытый. Да, он еще до этого шутил. А вдруг, он же знал, что я к Эльке поеду. Он Ага. говорит, вдруг приедешь уже в хиджабе, короче, если она тебя оденет. Я говорю, да, пап, чё вы? Что за шутки, да? Да. Потом салам алейкум. Вот, и у меня никакого переживания насчет реакции родителей не было, потому что с самого детства они меня всегда поддерживали, нас всех. Вот, я знала то, что в любом случае они будут рады за меня. И я сначала позвонила папе по видеозвонку, вот, и он сначала подумал, что это шутка, что я, типа, шучу. Да ладно, хватит угорать, да? Да, что, серьезно, что ли? Я говорю, да, серьезно, вот я уже решила, все, это окончательно. Он говорит, раз уж ты решила, я, типа, твой выбор уважаю. Что бы ты ни выбрала, я всегда с тобой. И вот так. Слушай, вот что я заметил, Flow Girls, вот родители, да, почему у вас так легко, у вас родители принимают вот ваши решения. Просто у многих же в семьях проблемы с этим, и поэтому они удивляются, почему дети уходят там в какие-то неправильные стороны или плохими дорогами ведутся, потому что они им дают много ограничений. Вот что я заметил в подкасте с Элькой и Адилем, то есть я тоже увидел то, что у них свобода была, и то есть то, что и у тебя, мне кажется, у всех, да, девочек Flow Girls так. Да. И это очень важный аспект. Поддержка родителей, принимать такими, какие они есть. Поддержка на родителей, на самом деле, это огромный фундамент, по идее, во всем. Так просто написал, потом еще сообщение отправил, я тебя люблю, и я такая, все хорошо. Здесь тепло стало. Да. И потом маме я не спешила звонить, потому что я до этого сколько месяцев с ней не общалась, я не знала, с чего начинать разговор. И я такая, ладно, в какой-то момент этот момент придет, и я расскажу. Дальше потихоньку, в общем, я начинаю выходить вот так вот в окружающую среду, с кем-то налаживать контакты, говорить, типа, алло, я здесь, я жива, все в порядке, не волнуйтесь. Вот. Потихоньку начала с кем-то общаться. Алло, я жива, я еще и покрылась. Да. Две новости сразу. Нет, я сначала именно ответила, сказала то, что я в порядке, типа, не переживайте. Вот. А потом я еду в Алматы, чтобы просто как-то развеяться. И там я выкладываю вот пост сразу же. Я до этого за полчаса позвонила девочкам просто по видеозвонку и показала, что я покрылась. И после этого я выкладываю вот в сеть. И тогда вот наравне со всеми все и узнали, что я покрылась. Слушай, вот я примерно понимаю, какое-то время происходило. Я помню разговор с Адилем. Я тогда хотел позвать тебя в подкаст до того, как ты покрылась, до того, как все это было известно. Я такой, так, Дилайда куда-то пропала, у нее что-то там скоро случится, что-то хайповое. И типа это вот, по моему взгляду, да, что-то с ней типа случится. И он такой сначала говорит, да не, вряд ли она придет к тебе на подкаст. Типа, потому что у нее там такое состояние, что-то там просто сказал и ушел. Я тогда не понял, да, почему так. И через время он мне сам говорит, типа, вот, хочешь делать на подкаст? Говорю, делай больше дуа, а она придет тебе на подкаст. Я такой, что происходит? И в этот момент как раз-таки мы такие, что-то происходит, да?
Не, на тот момент, когда вы написали, я не знала, что я еще покроюсь. Я была такая не покрыта. Когда я писал, ты еще сама не знала. Да, и но в тот момент, когда он второй раз написал, типа, делай дуа, я уже тогда прям в этот же момент, по-моему, покрылась. Вот получается, это план Всевышнего насколько велик, то, что мы могли, конечно, до подкаста записать, но он бы, наверное, не был бы таким Да. судьбоносным, наверное, я Да. скажу, да? И вот этот план Всевышнего, это просто сейчас я осознал в моменте и такой, машаллах. Да, я вот за это время тоже очень много осознаю, то есть много всяких знаков совпадений, и ты сидишь такой, субханаллах, типа, что только произошло у меня за вот короткий промежуток, и это так... Ну, короче. Да. Еще самое прикольное то, что, оказывается, мы успели запечатлеть самые яркие эмоции, которые вот сейчас происходят, потому что сейчас же Да. это пик, и Да. он в будущем будет помогать, когда, допустим, Навс будет вступать, когда что-то будет происходить, просто, допустим, посмотреть назад, вот эти эмоции Да. вспомнить, и просто нет пути назад, Да, короче. нет пути назад. Многие мне говорили, думали, то есть, типа, я же за 2 дня решила, и зачем так спешить, вдруг тебе не понравится, и ты откажешься. Но я, опять же, сердцем чувствовала то, что я это решение приняла раз и навсегда. Вот. То есть я, уже, как говоришь, нет пути назад. Я это осознанно и прекрасно понимала. Вот. Мне родители тоже говорили, главное то, что это уже до конца жизни. Я говорю, да, конечно. Вот. Потом, после того, как я выложила вот в сеть, я... Да. Как раз-таки там хайп пошел лютый. И я на тот момент, все, она должна быть у меня на подкасте. Алло, надо ее срочно сюда. Я вот так вот сидела с телефона, вот так вот, там кнопка поделиться, я так вот, что делать, по комнате так кругами ходила. Я переживала, я думала, типа, вдруг не поймут. Как воспримут, да? Как воспримет аудитория. И, конечно, альхамдулилля, все хорошо, есть пару комментариев, но большая часть положительно отреагировала. Вот. Им главное было, что со мной все в порядке, и я вернулась. Наконец-то ты где-то. Да. Многие мне так и говорили, мне не важно, ты покрыта или нет, главное, ты здоровый и в порядке. Я помню момент, вот как раз таки после того, как ты покрылась, вот фотки уже выложены, я же пишу Адилю, типа, срочно надо, он такой, вот я же говорил тебе делать дуа. И я такой, вот что происходит, да, типа вот это весь план. И что еще осознал, то, что многим показалось, то, что ты вот это все происходило вот как раз за эти полгода. А по сути, типа, вот по сути, не было быстро, так. да. По сути, за эти вот полгода происходило вообще другое. Это противоположность вообще к этому всему. И тогда уже в ТикТоке гуляла, когда я была в депрессии, Делайда покрылась. Там такие теории. Да. Я думала, да чё вы, откуда вы это взяли, короче. И в итоге я возвращаюсь вот такой вот покрытой. Дальше, после того, как я выложила все, я буквально через час позвонила маме, чтобы ей тоже рассказать. Вот. А мы столько с ней не общались, там пару месяцев я звоню. И она тоже знала, что со мной происходит, но мы просто напрямую не общались. И вот. И у нее тоже была очень хорошая положительная реакция. Она там заплакала еще из-за того, что вот, мол, я не была с тобой и в грустный, и в счастливый момент твоей жизни, туда-сюда. Мы там вот такой вот слезливый разговор был. Но, в общем, поддержка была со всех сторон. И обычно же говорят, многим советуют девушкам, кто хочет покрыться, лучше не говорить это никому и сделать это тайком, потому что через других людей там шайтаны начнут отговаривать от тебя, типа, посредством других людей. Типа, да нет, не надо, туда-сюда. Да, вот. И удивительно то, что в тот момент, когда я еще не была покрытой, просто ходила в хиджабе, в платке, все люди, которые меня видели за эти 2-3 дня, никто меня не отговаривал, и все говорили, тебе очень идет. Типа, получается, наоборот, уговаривали. Да. Если так говорили, больше так подталкивали и давали мне уверенности в том, что в этом я тоже красивая очень. Вот. И дальше еще потом Эрика мне сказала, мы же с ней в основном общались за это время, и с моей сестрой тоже общались. Она говорит, это было вот впервые, когда я вот как-то вот так вот наставляла, помогала человеку, и, если честно, типа, я даже сейчас не помню, что я тебе тогда говорила. Это все происходило вот так вот автоматически, просто исходило из моих уст, и я даже сейчас не помню, что я тогда тебе сказала. И вы же сказали, что это, возможно, типа, это вот Аллах через ваш язык просто передает свои слова. Вот мы
на перерыве обсуждали момент, то, что я там про сердце сказал, выбирай сердцем. Да. Это так через поток вышло, и тоже типа как-то удивительно было для Да. самого себя, что я такие слова сказал. Да, вот порой Всевышний разговаривает с нами через других людей. Мгм. И вот очень важно замечать эти знаки. Мгм. И когда ты замечаешь знаки, в жизни много полно чудес, да, как говорят? Да, полно, мы просто не замечаем это. Да. И я это еще поняла из-за того, что у нас с сестрой очень теплые отношения, но мы не Мгм. такие, которые созваниваемся и каждый день общаемся, рассказываем друг другу, поддерживаем чуть что. Просто такие более теплые отношения, как сестра с Биржемада сестренкой. Биржол, но мощно, да? Да. И когда я с ней в тот день разговаривала, именно те, которые слова она сказала, для меня это было неожиданно, потому что, такого я не слышала от нее никогда. И таких слов это, не как-то... Не Это, ожидаешь от такого человека? да, это не то, как она Да, разговаривает, это это не не... то, как мыслит она. Вот. И это вот так вот просто прозвучало именно то, что мне нужно было услышать. Вот, это тоже я говорю о том, что, возможно, меня вот так вот просто вот так вот привели. Да. Всевышний просто привел на этот путь. Получается, Всевышний решил тебя наконец вывести из вот этого всего Да. происходящего, и вот просто за мгновение буквально и все изменилось. Да. И мне теперь интересно спросить, каково ощущения были вот буквально там чуть, если назад вот заглядываем, Мгм. если заглянуть, то мы там уже обсуждали про эту депрессию, Мгм. про вот этот страх, про ужас, который происходил. И все, 2-3 дня, и уже Да. совсем другая жизнь. Это вот звучит странно, как будто бы я и подыгрывала все это, то, что было до, и такая, нет, все равно хорошо. Да, но у меня такое ощущение, как будто бы та Дилайда, которая была тогда, она до сих пор продолжает свою жизнь. Ну, это уже другой человек. А это, уже другой человек. И я даже плохо помню уже те моменты, которые были со мной, и какие были у меня тогда ощущения. Потихоньку все забывается. И это как будто не со мной даже Еще происходило. характер тоже меняется, да? Да, я вот это тоже почувствовала, как только надеваешь платок, сразу такой женственный становишься, такой... Вот. Слушай, если вот про характер, если тут сравнивать, какой у тебя был до и какой после стал? Вот по твоему мнению. Я не знаю, можно ли учитывать мое депрессивное состояние как мой характер, но по моим ощущениям, как будто бы я и не менялась, но просто вышла именно та Дилайда, которая сидела очень-очень глубоко. Как будто бы я всегда была такой, но я не раскрывала эту свою личность. И она просто вот жила со мной, и все. И после того, как я покрылась, как будто бы вот тогда вышла настоящая личность меня. Вот. Но 100% это становишься более такой мягкосердечной, более женственной, более добрый, более такой чувствительный. То есть до этого даже мне подруга говорила, если, тогда у меня был такой взгляд, если даже я не смотрю на кого-то косо, не специально, но это получается так, как будто я стервозно на кого-то смотрю. Просто у меня взгляд такой был. Но она говорит, ты одела платок, вроде взгляд такой же, но ты уже не стервозная. Ощущается, да, по-другому? Ощущается уже совсем по-другому. Ну, это такой более такой маленький пример, но я не скажу, что я сильно поменялась. Мне кажется, я просто стала такой, какой и была до этого. Такая, какая есть, да? Да, То есть, да. не боясь уже. Да. А как ты думаешь, что мешало до проявляться вот настоящее я? Если не учитывать депрессию, вот все, что там происходило, если просто так говорить о Дилайде, которая была нормальной, да, что мешало ей раскрыться? Если честно, я об этом не задумывалась. Я думала, я такая и есть. И, возможно, я сама себе это внушила. Вот, Дилайда, ты же вот такая, так соответствует. Как будто бы я сама себе выдумала этот характер, который у меня должен был быть. Вот. И все. И вот так и жила. Но до того, как я покрылась, могу сказать с уверенностью то, что я была в поиске внутреннего покоя, и я никогда не ощущала себя так умиротворенно, как после того, как я покрылась. Это вот как будто бы то, чего мне не хватало, именно ощущение изнутри. Вот. И я же говорила то, что вот я очень много думала про цели в жизни, будущее, не будущее, вот. И когда я покрылась, тут уже и не надо искать цель жизни, потому что она уже у тебя есть. По идее, это просто вот поклоняться Всевышнему. У тебя есть уже цель в жизни, а остальное как-нибудь потом придет. Вот. Смысл жизни имею в виду. Не цель, а вот прям смысл твоего существования. Вот.
И как-то вот так вот просто за раз все отпустилось, все мои тревоги, переживания вот так вот просто рукой сняло. И все. Не, ну ты вообще, по идее, классный рассказчик, потому А, что... да? Да, потому что я же много разных историй слушаю, да, здесь сижу вот на своем кресле, да. Не все могут донести все, как происходило. М, Даже порой мне сложно это сделать. На самом деле, весь этот путь, который происходит, он, думаю, у кого-то откликается. Вот Да. есть много людей, которые сейчас, вот прямо сейчас, допустим, находятся в раздумьях, да, и когда-то, допустим, через какое-то время они скажут, у них спросят, почему ты покрылся, они скажут, да вот подкаст попался, Ага. там, типа, происходил разговор, и это как будто мне это было сказано. Иншалла, пусть так и будет. Да, и мне очень интересно про эти случаи. Если такие будут, пожалуйста, пишите. Да. Я хочу видеть их, хочу Мы будем публиковать. только рады, да. Да. Давай тогда, ну, мне кажется, вот историю уже завершили. Так вот, историю, как ты пришла, уже Да. узнали. Ну, наверное, я думал, что она будет короче, а будем больше обсуждать про темы. А А. оказалась история вот классная, Так, насыщенная. да. Да. Фильм можно снимать, короче. Наверное, сценаристы там уже пишут. Реалити-шоу. Да. Хочется теперь, наверное, можно вернуться к начальным темам, которые мы такие потом будем обсуждать, да? Ага. Вот про то, что платят блогерам. Ты же тоже это слышала Я там? слышала, да. И Ну, в то, чём что... вопрос? Да, вопрос заключается в том, что как мы можем доказать, что нам не платили? А, Да, ну, мне ну вот просто мы должны же критически размышлять. Человек, который сидит за экраном, ну, типа, который неверующий, может быть, или просто сейчас в раздумьях, он может сейчас сесть и подумать, да, вот им заплатили, они сидят, общаются, кайфуют там что-то и пытаются нас завербовать. Да, мне кажется, если даже бы нам заплатили, и мы вот так вот бы сейчас сидели, это не получилось бы так искренне, как мы сейчас разговариваем. По-любому, через видео вы, наверное, чувствуете то, что, ну, мы не могли бы сейчас вот так вот сидеть и придумывать вот такую вот историю, как мы пришли к М, исламу и к платку. Это все исходит из чистого сердца, вот. И не могу ничего сказать, то, что вот, наверное, реально ли платит каким-то блогерам и каким им платят, чтобы пропагандировать ислам, но у нас, типа, такого нету, и уже если целую историю хорошенько послушаете, то это было вот чисто от сердца, мне кажется. А мне кажется, если даже существуют те, кто платит, потому что я не сталкивался, и ты не Я тоже не сталкивалась, да. сталкивалась. Если существуют такие люди, мне интересно с таким человеком пообщаться, вот просто спросить, зачем он это делает. Ну, просто... Мне тоже было бы интересно. Да, для чего он это делает? Просто Да. потому что это же... Может, он хочет... У него есть большие ресурсы денег, и он хочет, типа, как больше людей призвать, но это же Да, не но это искренне. неправильно. Да, и Да. неправильно, и не искренне. Тогда Это смысла же нет. может же отпугнуть людей или Да. неправильно воспринять и вообще эту, в принципе, религию. Мне кажется, отсюда и появляются вот эти всякие блогеры, которые там, ну, условно про ислам говорят, но говорят какие-то странные вещи. Возможно. Вот и у меня есть в эту сторону размышлений, потому что, ну, если так подумать, откуда выходят вот всякие слухи про ислам неправильные? Может, это делают наши враги? Кто знает, чтобы наоборот, как раз-таки Возможно. не на правильных людях, не на правильных людях показывать плохие примеры, и чтобы Мгм. про ислам вот плохо очерняли. Я слышал историю, допустим, то, что в Германии или в США, да, вроде, есть люди, которые вот просто... в Японии как раз-таки... Помнишь, мы обсуждали про этого блогера? И не в Японии, а в Корее. Кореец. Кореец, да, кореец, мусульман, Дауд который... Ким его Дауд зовут. Ким, да, Да-да-да. который построил мечеть. Мгм. И у него же произошла история, то, что его-то поначалу Да. террористом считали, Да. потому что у них пропаганда такая. Там даже протесты посреди улиц устраивали, чтобы уже после даже заключения договора о постройке и вообще, типа, люди никак не воспринимали его. Но, машалла, он сейчас до сих пор строит мечети как раз. Пусть он достроит, Да, машалла. пусть он достроит. Нам нужно сделать за него 2. Но Мгм. вот сам прикол в том, что там люди считали, что ислам — это терроризм, и больше ничего не знали про Во ислам. многих странах так и считают Да, до и сих во пор. многих странах до сих пор так считают. И вот поэтому, наверное, если есть такие люди, они сейчас думают, что это проплачено, все, и мы обсуждаем тупо за денег. Я не знаю, могу отвечать только за себя, но про других А за него ничего ответить не могу, да? Да, за вас я не могу. Вдруг ему реально заплатили, да? Ну Да, вот. мне тоже не заплатили, не беспокойтесь. Да. Ну да. Но я в шоке от такого. Им платят еще огромные деньги. А вот я не слышал, какие суммы там могут платиться. Я слышала около 20 тысяч долларов за... 20 тысяч? Да, за просто там за месяц платят им. Месяц 20 Да. тысяч долларов. Это, по слухам, недостоверно, но я так слышала.
Мне просто знакомый говорил, то, что вот скоро они к тебе заявятся. Но мы же на подкаст, если такой человек заявится, мы с ним поговорим. Зачем он это Ну делает? вот. Там даже девушек насильно, ну, говорят, покрыться. Вот, не по их воле. Просто вот покройся и вот покажи, освети это на на медиасферу, вот. И им за это тоже платят. Но сейчас, мне кажется, люди и так, большинство людей думают, то, что сейчас просто такая мода. Кстати, Покрываться. да. Сейчас Давай эту тему. Очень классная тема. Мода. я встречала пару комментариев у себя под видео, типа, что за исламизация, кыргызский народ, типа, нация погибает. Я такая сижу, откуда вы, ну, типа, с чего такие у вас вообще мысли? Причем тут нация и религия, да? Кстати, вот если про нацию и религию, у нас есть очень классный подкаст Телеком Телимпоза, основатель Телимпоза, филолог кыргызского языка, и мы с ними изучали как раз-таки вот про эти темы. И вот просто, да, вкину для подписчиков, вы подумайте, у нас есть слова там по типу орозо, орозайт, типа, хотя же рамазан, ну, типа Рамадан, а у нас Рамазан. У нас есть это все на кыргызском языке, как вы думаете, почему? Вот, подумайте. И также, если посмотрите на фотки старых, там, без напала, руздын, там, в древних, они что, они же, ну, по сути, они покрыты же. Да. Ну, если так, по сути, говорить. По сути, да. Мужики, у них все сакалы. Наши, там, великие писатели, там, Молдо, с именем Молдо, Тоголох Молдо. Молдо, еще раз, да? И мне кажется, это не исламизация идет, это, наоборот, антиислам идет. Вот у меня такое ощущение иногда возникает. Не осознаю момент, когда люди так начали остро реагировать на вот в целом религию ислам. И до этого больше было людей, которые положительно реагировали. Сейчас много, которые исламофобы, там... Аракул. Да, вот такие вот всякие комментарии, реакции. Я не понимаю, почему так стало. И у тебя тоже хейта, вот, понятно, типа они представляют, что ты сразу идеальная, там какие-то моменты. То есть первые дни это было хорошо. Типа, я вот боялась такой какой-то реакции негативной, и я такая, ой, хорошо, что, типа, все хорошо, но уже вот спустя чуть-чуть время, день, два, три, начали приходить вот такие комментарии, типа, вот, для них, у них в глазах я кажусь то, что если я одела платок, то я идеальная, безгрешная, самая лучшая, самая воспитанная, идеальный просто человек. Но это же не так. Типа, что люди без платка, что эссе, типа, никто не знает, кто насколько грешный, кто насколько правильный. Вот. И пора уже, мне кажется, людям чуть-чуть убрать именно этот... стереотип, то, что стереотип, да, то, что люди, вот, которые читают намаз в платке, они самые вот правильные. Типа, нет, такого нету точно. И они начали упрекать меня за каждый шаг. То, что ты делаешь, вот это неправильно, вот это нельзя, вот это тоже нельзя. Вот. Для меня я это могу воспринять нормально, я это понимаю. Такая, ладно, все потихоньку, я относительно недавно в этом. Но для других людей, которые это читают, они же думают, типа, что за религия? Столько всего запретов. Там пишут комментарии, а дышать у вас можно? Типа, у вас в религии дышать типа, можно? смеются, да? Да, насмехаются, потому что по-разному же воспринимают из-за вот таких вот комментариев. И вот хотелось бы, чтобы вот люди перестали следить за движениями других людей лучше. Занялись собой? Да. Вот, кстати, похожая история. Вот с оператором идем на улице, там мат вышел из моих уст. И, типа, там просто стояли, меня узнали, видимо. Они говорят, я не думал, что вы материтесь. Да. И мы, короче, стоим в шоке. И я такой говорю, ну, у всех есть, все грешные. Да. Нету, короче, идеальных. И самое главное, нужно осознавать и уметь прощать. Да. Воспринимать и... Уметь каяться. Да, и не строить образ вокруг какого-то человека, если он, допустим, то, что мы появляемся на Ютубе, там кто-то в Инстаграме, и мы имеем какое-то определенное количество подписчиков, это не говорит нам о том, что мы сразу становимся идеальными, Да. сразу то, что у нас там происходит все по-другому, мы такие же люди, Да. просто имеем Люди же в целом созданы такими, которые будут ошибаться, да. По идее. У нас сама суть такая. И ой, сейчас. Замерли, ждем. Забыла, пока вы говорили. Ладно, говорите, я сейчас, может, вспомню. А что там было? Про эту же тему? Если что, если напомнить, мы говорили про вот как раз-таки... я забыл тоже.
Про что мы говорим? Я хотела сказать то, что вот в основном люди разочаровываются из-за своих же ожиданий, из-за своего воображения, вот то, что они вообразили, то, что дела идеально. И потом такие, я разочаровалась, тебе так, оказывается, вот это вот так делаешь еще. Ну, я никому ничего не обещала и не говорила, что я такая. Вот. А насколько было до вот покрытия вот таких моментов, когда разочаровывались в тебе? До этого у меня никогда не было... Да и сейчас я бы не сказала, что какой-то большая волна хейта, но в принципе, у меня единственные комментарии такие хейтерские, которые я получала в то время, это вот было то, что вот... Что странно, когда я была не покрытой, мне говорили, типа, Джамун Майсон, типа, чего вот так вот ходишь, нужно покрываться туда-сюда, на истинный путь вставать. Покрылась, теперь говорят, что за исламизация? Что мне делать? Наполовину покрыты, наполовину открыты. Да. Если ты будешь думать о каждом человеке, о каждом хейте и о том, что скажет каждый, то ты сойдешь с ума, в конце концов. Потому что, думаю, у каждого человека, у которого есть хоть какая-то медийка, вначале сталкивался с этим. Когда ты впервые чувствуешь хейт, ты такой, блин, он даже сразу надо исправлять вот это все. И ты переживаешь за каждого такой плохой комментарий, а потом ты уже привыкаешь, иммунитет вырабатывается. Да, у меня вначале, я еще когда только покрывалась, я чувствовала ответственность за свой платок, потому что, ну, в любом случае... Да, я же, типа, представляю свою религию, и я тоже должна быть, типа, правильно, это не делать. Но я в какой-то момент так сильно себя накрутила, и потом мне сказали, так, типа, успокойся, ты же тоже человек, ты, типа, потихоньку все будет нормально. Поэтому тоже, если вдруг у вас есть такие мысли, не переживайте. Не будет так, то, что вы за раз решите, вот, я теперь другой человек, я вот такой сейчас буду, не будет такого. Вот. Да. Я хотела вот уточнить, вдруг вы замечали или не замечали то, что сейчас стало больше именно людей из молодого поколения, которые приходят на истинный путь, к исламу, к намазу, к платку и так далее, нежели чем взрослое поколение. Обычно же все же говорят, типа, как стереотипное слово, когда постарею, тогда и начну. Но сейчас как будто бы уже в другую сторону это меняется. Как будто этот стереотип ломает, да? Да, сейчас больше именно молодых людей, которые вот к этому приходят. А старые, наоборот, да зачем? Ну, более взрослый. Ну, мне кажется, вот, допустим, возраст наших родителей, как у них было. СССР мало, во времена СССР говорили, Бога нет, говорили, типа, только сила в человечестве и так далее, да. По итогу люди пришли к такому этапу развития, то, что эти все люди начали просто жить без Бога. Ну, условно, наступило время без Бога, и это время было очень закрытое. Было много ограничений, не было свободы выбора, не было свободы воли. Просто закрытое государство, и у всех типа один устой. Вот, допустим, вот до скольки-то лет ты будешь учиться, потом тебе дадут квартиру, потом ты в заводе работаешь, потом миллионшин грек, и все. У них, короче, расписана жизнь была наперед. А азыр қандай был этот? Сейчас уже свободное время. Ну, честно скажем, у нас сейчас такая свобода. Хочешь, иди подкасты снимай. Хочешь, становись блогером, да? Хочешь, там, становись оператором, монтажером, кем угодно. У нас такая свобода выбора. Мне кажется, эта свобода как раз-таки дает нам размышлять молодежи. А молодежь у нас очень развитая. Говорят, есть статистика, то, что современная молодежь, если сравнивать, допустим, поколение где-то до 18 лет и поколение плюс 50, поколение до 18 лет, она 3 раза быстрее у них мозг развит, нежели вот с того поколения. То есть развитие идет очень быстрым темпом, и у нас еще плюс очень легкий доступ к информации. То есть мы можем найти информацию где угодно, изучать где угодно, очень легко изучать. Допустим, мы хотим какую-то суру аят там досконально изучить, мы просто гуглим, там, не знаю, условно где-то находим, все быстро изучили. И это дает нам быстрый доступ и свободу выбора. Как раз-таки истина же для размышляющихся. И у нас очень много становится осознанной молодежи, к чему я рад, и они сами приходят к религии. И как раз-таки, мне кажется, эти же люди по итогу скоро будут давать хороший пример для других еще следующих поколений. Иншалла, да. То есть, допустим, мы будем стараться. У нас же еще, так, анонсиком скажу, у нас с ребятами есть, короче, некоторые мысли по поводу коллаба какого-то, да? Просто вкину, дай Аллах, это все возбудится. И как раз-таки мы же этими будем заниматься, чтобы давать хороший пример, чтобы убрать все эти плохие мысли, потому что, мне кажется, это все возникало от незнания. А у нас знание через эти секунды там, типа, поискал и все. Вот. А каково твое мнение? Почему так происходит? Ой, чуть гоп слепсал.
Не-не-не, все классно, я полностью поддерживаю и полностью солидарна. Мне кажется, тем более мы же сейчас в бешеном темпе развиваемся. Да. Все поколение просто, даже те, которые помладше на 2-3 года, уже обгоняют тебя. Вот. А более взрослому поколению уже сложно как-то поменять свои принципы, в которых они выросли, они уже такие устоявшиеся личности, поэтому они такие... О, слушай, я вспомнил, стереотип тоже, да, мы сейчас про стереотипы. Встретился как-то я с отцом друга моего. Он, короче, практикующий, а сын его мой друг, то есть он вообще, короче, далек от ислама. И он говорит, в сравнении меня и своего сына сравнивает, говорит, вот, типа, моему отцу говорит, вот, твой сын, вот, типа, стал на путь истины, машалла, а вот мой сын стал слишком современным, и поэтому отдалился от религии. И мой отец ему отвечает, говорит, в смысле современный? Религия же, типа, не относится ко времени. Да. И вот как раз-таки вот этот стереотип, то, что барон нам говорят, ой, там, религия, ты там, қанша жылқы мұрынқы религия, вы должны развиваться, вы отстали от развития. Что ты думаешь по этому поводу? Конечно, как это может быть связано? У религии не будет времени, когда он будет в моде, а когда он будет не в моде. Вот. И сейчас это тоже, мне кажется, неправильно говорить, то, что вот мы это все делаем ради того, чтобы быть на хайпе. То, что сейчас, Это типа, слишком пройдет это абсурдно. время, потом, Да. типа, мы обратно успокоимся. Это абсурд. Я не знаю, как так люди думают. И мне кажется, если бы это было все ради хайпа, мы бы делали и не только такие вещи. Ну, типа, было бы уже другое. Религия не относится ко времени, не относится Да. к людям. Религия — это сама жизнь. Не, это не религия, это жизнь. Да. Вот, кстати, да, любят... Короче, религию делают, как... Вот ислам делают какой-то частью своей жизни. Но нет такого. Это и есть Ничего жизнь. подобного. Это и есть жизнь. Да. И поэтому я не люблю, когда, допустим, сравнивают, а это там, типа, твоя религия в чем прекрасна, спрашивают про твою религию. Я говорю, это не религия, брат. Это, типа, есть жизнь. Да. Просто осознать это. Да. Нить найти. Тем более, как я и говорила, вам так станет легче, потому что очень много людей, подростков впадают в депрессию из-за того, что из-за будущего, из-за своих там, из-за того, что они не знают, что делать дальше и так далее. Но когда вы четко живете с мыслью того, что вы знаете свой смысл жизни, тогда все встает типа на свои места. И становится сразу легче. Да, ислам решит все ваши проблемы, Да. которые только возможны. Кстати, ошында все-таки депрессия бар жоқ бұл? Интересная на самом деле тема для Да. обсуждения. Ну, по идее, как я и говорила, на самом деле, как рукой сняло, но иногда просто бывают такие мысли. Это, конечно, никуда не уходит. Я же тоже человек, да. Бывает, когда я переживаю или что-то еще. Но, альхамдулилля, сейчас все хорошо. И я антидепрессанты, кстати, по своей воле перестала пить. Как Машалла. раз-таки вот, когда я только вот покрылась, я просто поняла, что это мне не нужно. Вот. Чтобы как-то справляться с этим. Да, чтобы с этим справляться, потому что я и справилась бы и без них. Вот. Конечно, первую неделю чуть было плохо, потому что Уже побочки, зависимость. да, там Побочки. голова болела постоянно, меня тошнило и так далее, но сейчас это потихоньку начинает уходить. Вот. И насчет РПП тоже я потихоньку ухожу в ремиссию, потому что, тем более я покрытая, меня сейчас это все как-то не сильно волнует. У меня сейчас интерес вообще совсем в другом, и поэтому все пока хорошо. Мгм. Все сейчас хорошо. Да. Мне кажется, вот, знаешь, надо говорить не депрессия, а печаль. Печаль. Да, потому что наши пророки, да, даже наши пророки испытывали печаль аж до того, что они там глаза теряли. Ну, вы знаете, про какого пророка. И это чувство, это то, что дал нам Аллах. Вместе зародил нас таким с печалью внутри. Мы можем и печалиться, мы можем и радоваться, да. То есть я хочу сказать, что это нормально, но мне кажется, что современный мир депрессию просто это превратил. Новое слово же депрессия обозначает... Ну, просто если так сказать, люди поймут, о чем я говорю. Печаль Да. странно звучит будет для них, нет? Да, Да. для них будет печаль, но сейчас ты вот примерно понимаешь, про что я говорю. Да, я Печаль. понимаю. Потому что печаль — это то, что можно излечить, а депрессия — это выглядит как хроническое что-то. Да, как диагноз Как просто. диагноз, Пометка да. на человеке. Да. То есть это к тому, что сейчас даже начали ставить диагноз по настроению. То есть, прикинь, Да. если будут говорить, у тебя оптимизм, Да ну. лечиться надо. Ты слишком много смеешься. Мне кажется, мне бы поставили двойной оптимизм, да, и в больницу увезли бы. Ну да. Мы уже записываем подкаст где-то около
сколько, 4 часов, да, примерно сидим. Мгм. И не удивляйтесь, если у вас на подкасте 2 часа, просто мы оставляем только самый сок, самое интересное. Кстати, Эльдер Кызылтошкак, ты откуда родом? Джалабада. Джалабад. Да-да-да. Что, Ташиев на связи? Нет, не знаю такого. Вообще о чем ты? Да, Гимале, да? Да. У вас еще Барселону, там стадион построили, я слышал. Ну, по-моему, да. А как ты смотришь вот этому делению, типа, Хайхтансен, Тигибула? Да, не знаю, вообще никак не делю людей. Я даже не понимаю, в чем прикол делить их. Типа, говорят, ой, ты вот такой, значит, ты из Таласа. Ой, ты вот такой, значит, ты из Баткина. Я чуть не понимаю. Вот, кстати, вот такие вопросы, наверное, интересно было у зрителей узнать, вот как ты относишься к своей родине, патриотам, если мы, потому что нас же любят судить вот этот патриот. Ну, на самом деле, я же не всю жизнь здесь жила, по идее. Я жила около там 8 лет, возможно, 8-9 лет в Москве. То есть я там училась, я там почти выросла, вот с ранних лет. Потом я сюда прилетела. Но первое время я не воспринимала. Ну, то есть, типа, зачем? Зачем мы сюда прилетели и так далее. Но вот со временем я начала искренне любить свою родину. Искренне. О, Вот, то есть даже когда рассказывают такие красивые истории, а вон там, вот в Канаде, вот так, вот так, вот так вот, а вон там вот это есть, у нас этого нету, Кыргызстан — это вообще село. Нет, типа, мало что у них есть, что у них нет, да? Все равно именно комфорт и тепло ощущаешь только у себя на родине. Сколько я даже ездила в Алматы, хотя это даже соседняя просто страна, но не в обиду никому, просто говорю как есть, но все равно там тоже ощущения не такие, как у себя на родине. Я приезжаю такая, поскорее бы домой. И же у тебя, наверное, есть ощущение, когда ты выезжаешь в какую-либо другую страну, сначала первые 2 дня прикольно, Да, третий да. день такой, ну, Ну, нормально. блин, домой хочется, Да. да. А 4-й ты уже все, и мне срочно надо домой. Да. Это как-то не описать, потому что есть такое понятие, как ты гражданин, ты здесь все-таки свой. Мгм. У тебя здесь определили твое место, тут уже есть твое место. Да. Ты гражданин Кыргызстана, и все-таки двигаться, будучи гражданином Кыргызстана, своей родной родине, это свободнее. Да, вот ты сказала, что в Москве жила 8 лет. Какое сравнение ты бы вот привела бы? Вот что такое Москва и что такое Кыргызстан? Ну вот, я же недавно вот во время депрессии слетал туда, Да. и вот тогда вот точно смогла... Удостоверилась, Да, да? удостоверилась, вспомнила обратно все. У меня там почему еще ухудшилось состояние, потому что там атмосфера совсем другая. Вот просто приходишь, и просто такая серая, грустная атмосфера. Люди там тоже такие, как будто уже от жизни им досталось. То есть у них все лица Все на лбу. грустные? Да, на лбу написано работа, работа, работа. Только работа и работа. Туда и говорят же, нужно ехать туда только чтобы работать. Вот. Ну, возможно, кому-то нравится. По идее, кому-то нравится. Кому-то да. Я не скажу, что там плохо, но мне было плохо там. Вот. И многим моим друзьям, кыргызам и так далее тоже, потому что, ну, блин, там не встретишь наших улыбающихся друзей, там, наших людей, кыргызов, которые ходят по парку, и на всю улицу слышен их смех. Там вообще такого нет, там просто так вот тихо, и все. Всем, наверное, очень интересно, почему тогда ты на кыргызском не общаешься, если ты любишь Кыргызстан? Ну, наверное. Я могу разговаривать и на кыргызском, вот, но просто именно излагать свои мысли, чтобы правильно меня люди поняли, мне удобнее на русском. У меня и даже в школе по кыргызскому всегда было стабильно 5. Вот, то есть все нормально, но я, конечно, понимаю, что на своем родном языке тоже нужно разговаривать, тоже нужно уметь хорошо им владеть, но просто в моей семье тоже разговаривали, смешивая 2 эти языка. И вот так вот. Я бы хотела, возможно, и даже есть в планах, типа, просто больше практиковать свой язык, но сейчас просто больше окружения русскоговорящих, и это тоже просто влияет. А я хочу сейчас про сегодняшний подкаст поговорить. У нас сегодня просто деликатный вопрос про религию, поэтому очень важно было объяснить правильно. И я сам являюсь русскоязычным, на кыргызском сложно, и нам очень было важно правильно с точки зрения донести все это, рассказать. Вдруг что-то на кыргызском не то скажем. Да, тем более сейчас же аудитория больше... Ну, если будешь на кыргызском, большая часть не поймет тебя, потому что не знаю кыргызский Ну, тоже. я имею в виду на все СНГ, если говорить. Да. А у вас аудитория как раз-таки с Казахстана, с России, у вас есть подписчики. Да. Поэтому на русском будет более комфортно всем почти. Слушай, а как отреагировали, ладно, типа, твои друзья, которые здесь, да, там, Кыргызстанда или там соседние страны, как отреагировали, там, допустим, подписчики с России какие-нибудь, подписчики, там, с других стран, которые там были фанатами, допустим, только танцев?
Есть ли такие кейсы? Я честно не знаю точно, потому что я не знаю, какие именно подписчики из других стран. Я не смотрела, не заходила к ним на профиль. Но, в принципе, вот именно с более, так скажем, женской аудитории была в основном поддержка. Вот. А это с мужской аудитории был хейт? В основном слышала от мужской аудитории. Вот. О, интересно, интересно. Я не знаю, это никакая не дискриминация, ничего, просто так вот такая статистика. Тасс дискриминирует. Ну вот, и так вот. Но, по-моему, это были... И среди них были и наши кыргызы. Вот. Да. А вот интересно, по танцам, какое ощущение, вот ты отдала всю свою карьеру на танцы? Ну, типа, как бы ты на это готовилась, училась, это было такое твоим лучшим занятием в жизни, это ты делала лучше, чем все, и просто пришлось расстаться с этим. Какое у тебя ощущение после этого? Я, ну так скажем, я не жалею и не скучаю, мне не тяжело. То есть у меня нет типа, блин, да, я так хочу, вот прям не могу. Нет, таких вообще нет ощущений. Я в моменте думала, как я буду без танцев, без музыки, без этого ничего. Вот. Но до этого, из-за того, что год, в принципе, я и особо и не танцевала, и ничего и не делала, то есть это как-то просто постепенно. Как будто жизнь сама готовила. Да. Говорят, что у всех разный путь того, как он приходит к исламу или что-то такое. Ну, мой был путь такой, и вот так вот через испытания я пришла, но сейчас нету никакого там сильного страстей каких-нибудь, перед которыми я прям сейчас сижу и снова хочу там потанцевать. Да, надо. Нет, такого нету. Вот. Слушай, вот мне появилось интересное предложение. Такое чувство, как будто оборудование тоже устает, люди вокруг устают. Вот так, подписчикам, которые... Вот, мне кажется, что мы с тобой сейчас можем еще долго-долго общаться, если проверим подписчиков, насколько они хотят вторую часть. Давай вот так. Если вы хотите вторую часть, давайте вот так. Если это видео наберет 15 тысяч лайков, это по крымским меркам, типа, очень много. Они очень жадные на лайки. Даже когда я здесь снимаюсь, да? Хорошо. 15 тысяч лайков, и мы записываем вторую часть. Окей. А я за это время постараюсь тогда вспомнить еще что-то интересное, что я не успела рассказать. Давай так, если 30 тысяч лайков набирает этот подкаст... 300 тысяч? 30 тысяч лайков набирает, то мы записываем этот подкаст на кыргызском. Вот просто будем общаться обо всем, но на кыргызском. О май гад. Насколько ты готова? Ради 30 тысяч лайков. Это будет сложно. Ну, ладно, давайте. Если давай ни вам, ни мне 35. Ладно, от спесь. Да, от спесь. Получается, 15 тысяч лайков мы записываем вторую часть. 35 тысяч лайков мы берем и записываем кыргызский подкаст, где мы общаемся на кыргызском. Тоже, по идее, эксклюзив. Окей, блин, я уже жалею, что согласилась. Это моя тактика. Сначала жақсы сөйлеш, потом аяғында крючок. И все. Журналистика, синьки бар. Не, ну, в общем, просто вы же знаете меня, мои подписчики знаете то, что я люблю завершать подкаст на высокой ноте, когда можно было еще много чего обсудить, там и многие там говорят, зачем ты завершил, а как раз-таки для этого, чтобы у вас было желание еще смотреть дальше. А давай еще в поддержку нашим друзьям хочу сказать, такое сделать на упоминание, то, что если вы хотите покрыться, то покрывайтесь только в Ясин шоуруме. Да, я тоже так сделала. Мои первые все байки-хиджабы были в этом магазине. Да, в магазине наших друзей Адиля и Эльки, которых вообще... Я не знаю, я не могу оценить сервис, наверное, это тебе нужно сделать. Потому что у них все прекрасно, не переживайте. Кепельник берем. Да. Вот, ходите, давайте укажем их инстаграм-аккаунт в описании. Также передаем привет Адиле и Эльке. Да, как раз тоже, да, подтолкнули к этому подкасту, и благодаря им тоже этот подкаст случился. Так что благодарю и тебя, то, что ты пришла сегодня. Самая молодая гостья на Нахта подкаст. Ой. Звание уже получилось. Рад сегодняшнему разговору. Машалла, твоя история была крутой. Ты хороший рассказчик. Спасибо. Да, лайки мы ждем, мы не забываем. Если будут лайки, то мы там очень много чего классного еще расскажем. На самом деле я переживала, что я как-то не смогу донести мысли так, как я хочу, но надеюсь, вы меня поняли, и спасибо вам тоже за приглашение. Вот, мне тоже все очень понравилось, и надеюсь, вам тоже. Так, хвала Господу миров за то, что мы здесь собрались. Хвала всей моей команде, которая здесь сидит, снимает. Хвала всем, спасибо большое. Дорогой зритель, про лайки не забываем.
комментарии, также пишите свои истории, давайте делиться классными историями с друг другом. Если есть вопросы, тоже пишите в комментариях вопросы, мы потом, если что, отберем из них какие-то прикольные, будем задавать. Мы же там лайки просто сказали уже, там тоже будем это смотреть. Хочется развивать культуру и на Ютубе, вот по лайкам, чтобы там коллабы делать, да, крутые. Поэтому спасибо вам за... Так? Мне кажется, нам нужно установить срок. Мы же можем дать год, в принципе, тогда. Вот ты можешь написать через год. О, 45 набралось. Ой, 35 набралось, слушай. Блин, ну, так. Какой срок дадим? Не знаю. Неделю? Или неделю мало? Хотя недели нормально, достаточно, думаю. Давай Или неделю. чуть больше шанса дадим? Неделю. 2 недели, может. Неделя. Давай не то 2 недели. Просто, чтобы побольше у них было шансов, вдруг там один подписчик не успеет лайк поставить. 2 недели. Ну ладно, давайте 2 недели. 2 недели у вас есть на то, чтобы собрать 35 тысяч лайков. На кыргызском услышать вторую часть. А давай, еще, короче, сейчас еще дальше пойду. 70 тысяч лайков, и мы соберемся вчетвером. Ого! Не, ну давай, а что, типа... Не, вот это чё тоже мелочиться, классно. да. Да-да-да. Насколько подписчики хотят... Может, сделаем вторую часть сразу вчетвером и Да, на кыргызском? Да. Шучу. Я пошутила. Тогда 100 тысяч лайков. Давай, реально, 70 тысяч лайков, мы запишем все четвером. Если Кстати. 35 тысяч лайков... Короче, уже базар был. Да. Мы сейчас как торговаться начнем. Да, торговаться. Не, давайте, все. 15 тысяч лайков, мы записываем вторую часть. 35 тысяч лайков, мы записываем его на кыргызском языке. И 70 тысяч лайков мы записываем все вместе, всей семьей собираемся и записываем классный подкаст. В общем, наверное, спасибо, что вы посмотрели. Ставьте лайк, пишите комментарии и делитесь нашим подкастом в соцсетях, делайте крутые эдиты, которые вы умели до этого делать. Да? Нарезайте самые интересные моменты, мы будем лайкать, репостить себе в Инстаграм. В общем, спасибо, что ты посмотрел, дорогой зритель, и надеюсь, тебе понравилась история Дилайды о том, как она пришла в религию. Все, до скорых встреч, спасибо тебе, Вам тоже спасибо. всем much love. Ассаламу алейкум всем.